Как ты относишься, когда говорят, Локи Мин — известный и популярный артист, у которого нет ни одного хита? Как к норме, я думаю. Ну, есть песни, которые перепевают во дворах, понимаешь, или уличные группы, которые там каверят это. И мне кажется, когда это выходит на такое пространство, естественно, искренне, оно и становится, ну, типа таким, может, не хитом, а народной песней, что ли, типа того. Маленького количества народа, но народу же. Что ты такое считаешь? «Солнечную сторону»? Я думаю, да. Но есть несколько песен, но «Солнечная сторона», скорее всего, она очень близка людям. Ты понимаешь, что мы всегда мечтали здесь оказаться, но не думали, что сделаем это с музыкантом. Где мы? В городе Мирный, возле огромной зияющей дыры, которую этот город образовал, как бы это странно ни звучало. Здесь добывают алмазы, различные драгметаллы. Типа в 50-х, насколько я помню, нашли это место, отправили телеграмму. Говорят, трубку мира раскурили, табак хороший. Табак отличный. И тогда, ну, Россия поняла, что сюда нужно высылать всех геологов, всех, копать и строить город. И, собственно, вокруг, ну, тогда еще дыры не было, вокруг этого месторождения и возвели этот прекрасный, чудесный маленький городок, который, по ощущениям, меньше, чем сам этот карьер. А сколько здесь глубину вниз? Пишут 530 метров, но там сейчас озеро, и я не знаю, сколько сейчас там глубиной, типа, сколько оно поднялось после аварии в 2017 году. Но сейчас засчитать это не получится. Некрасивые дороги, которые 8 км вниз шла, не показать, потому что все в оползнях. И реально была дорога вокруг? Дорога 8 км, по которой шли белазы и вывозили руду. Потом руда очищалась, и в ней находились драгметаллы, которые уже, собственно, и компания «Алроса» перепродавала. Так. Продавала, точнее. Несколько лет назад что произошло? Авария. Грунтовые воды затопили шахту. Успели кучу шахтеров вытащить, но 8 шахтеров оказались ну, закрыты там, погребены. Мирный — вторая родина. Мирный — это город, который тебя сформировал? Ну да, в том числе. Мирный — пустое место. Нужно очень много воображения, чтобы тебе там было весело. Ты там жил, фантазировал? И нафантазировался. Серег, лучшие твои кадры, признавайся. Не было никаких развлечений, перспектив, чего-либо еще. Это вот чисто, ну, производственный город. И когда ты малой, знаешь, есть какие-то там секции или еще что-нибудь. Я, конечно, пытался ходить, но ничего меня не заряжало. И все, что ты видишь ежедневно, это белый снег, гаражи и компанию «Алроса» везде. И отсюда возник мой голод до движухи, который сравним вот с этим карьером огромным. И когда я приехал в Томск, и понял, что там можно, ну, типа, двигаться дальше, есть какие-то компании, музыканты, свои форумы, я обалдел. Тогда только и интернет провели первый и тому подобное, но в Мирном этот голод во мне возник очень-очень-очень сильный. Ты приехал в Томск, и ты начал свою движуху как электронный музыкант. Да. Я приехал в Москву к своей тете Олесе. Она тогда писала музыку, готик стилистики, ну вообще различную. Ага. Мне понравилось, что это можно было делать на компе. Ну, ввиду того, что я никогда не представлял, что так можно. Потому что, опять-таки, Мирный, нет ни интернета, ни документалок, ничего. 3 канала рабочих, все. У нас тут даже ТНТ запрещали и MTV. И у нас просто его не показывали. Запрещали. Ну, типа, развращает молодежь, вот это вот зачем показывать все. Я забыл Sony PlayStation 2 у своей тети. И она прислала из Москвы Sony PlayStation 2 вместе с диском FL Studio. Вот тогда все началось. Это программа, самая простая программа, чтобы делать свои биты? Да. Ну, не самая, но простая, да. Слушай, то есть вот этот тетин диск, он... Запустил карьеру. Тете респект. Тете респект. А тетя, если кто-то не знает, Есть. давайте укажем. Это та самая тетя, которая по молодости была готом. Да. И цепями отбивалась от скинов. Ах. Круто.
Огромный, ну, типа, забавно было бы здесь жить. Ну, то есть сразу же понимаешь, как... Ну, представь, ну, типа, мы условно же в Геленджике, да, и вот ты, Владимир Владимирович, и тебе звонит телефон, блядь, на первом этаже, и ты такой, да, блядь. Да, блядь, иду, блядь, да. Ну что? И хуяришь. Я просто не понимаю, зачем человеку, блядь, столько места. Все такие места должны уже отойти просто под культурные центры, потому что очень много пространства, воздуха, вид какой там, вон река стоит. Обалденно вообще. 1,5 года не было канцев, и сейчас как будто бы, ну, первый раз даю канц. Такое ощущение. Ну, с командой все дела. Тут же еще, короче, прикол, в зале гранитный пол, ну, вот такой. И мне кажется, если раздвигать стену смерти, люди попадают просто как шашки. Ну, хотя бы звукоизоляция будет получше и резонировать ни хрена не будет. Ну, посмотрим. Вроде организаторы побрызгали каким-то покрытием, которое, ну, типа, стопает подошвы, не знаю, что такое. Мне в детстве привязывали фантик от конфетки, какую-то шорку еще и этот, наждачку, чтобы не скользили туфли. Мы с Серегой в Питере, снимаем новый выпуск в Дудя, а за моей спиной один из самых старых жилых домов Петербурга. Ну, то есть версии, какой дом действительно самый старый, разные, и никто не знает точно, но одна из версий именно про этот. Я обожаю Петербург, но каждый раз, приезжая сюда, я не могу не думать о том, как строился этот город и какая противоречивая личность Петр Первый. Но чтобы разобраться в этом чуть лучше, чтобы задать те вопросы, которые по этому поводу у меня есть, я решил пообщаться с профессиональным историком и заказал репетитора на профи. Да, Данил, здравствуйте. Добрый день. Давайте резюмируем. До Петра у нас несколько всего железноделательных заводов. По сути, нет своей промышленности. После Петра у нас своя промышленность, и она работает на экспорт так, что британский флот 1740 года невозможно представить без нашей промышленности. Ну, непосредственно торговый флот. Что такое торговля до Петра? У нас один порт Архангельск. После Петра мы, в общем, великая морская держава. Петр полностью перестраивает армию, рекрутская повинность. С Петра появляется у нас регулярная армия. Так, хорошее перечислили, плохое. Ну, вообще, говорить, давай так, про ошибки. Стремительно нарастающими темпами, разделением. Если в 17 веке общая культура, быт, привычки, чтения между высшим сословием и другими, по сути, не различалась, то, начиная с Петра, по сути, это два разных народа, проживающих на одной территории. После изнемождающей, убивающей 20-летней Северной войны практически сразу устремляется в персидский поход с немало, не меньшей идеей захватить Индию. Потому что я закусил у дела, и мне надо. Те методы, которые использовались при постройке Петербурга, это ошибка или нет? А других методов не было. Если вас, Юрий, поставить на место Петра, вы прибегли бы точно таким же методом, потому что инструментария другого нет. Вы про те времена? Конечно. И детство, которое было у Петра, и ваше детство, оно, мягко говоря, тоже отличается. Когда на глазах ребенка разрывает его ближайшего сподвижника, разрывает на части в буквальном смысле. И когда он это все видит, понимаете, это как травмирует человека. Данил, нам было очень интересно, да, спасибо, удачи вам и всего доброго. Новый учебный год начинается совсем скоро, и если вам нужна помощь профессиональных репетиторов, на профи огромный выбор преподавателей. А всего в приложении более 900 услуг на все случаи жизни. Найти подходящего профессионала очень быстро и просто. Отвечайте на уточняющие вопросы, вводите комфортный ценовой диапазон и выбирайте подходящего по анкетам и отзывам. Не перегружаем себя рутиной или задачами, которые лучше доверить специалистам, и делаем свою жизнь интереснее и разнообразнее вместе с профи. А если вы сами профессионал, то регистрируемся в приложении, чтобы находить новых клиентов и получать еще больше заказов. Ну а скачать приложение профи можно по ссылке в описании. Вперед! Пренебрежение — это то, с чего началась моя жизнь. Что это значит? Вот у меня случилась ситуация. Я заплатил за шторы 200 тысяч рублей, чтобы повесить шторы домой. Жду шторы я 3-й месяц. Я заказал, мне сказали, все за 2 недели сделаем. Я заболел тогда ковидом.
Чувак такой, ну ладно, хорошо, подождем. Но только, блин, а я заплатил 50%, он такой, слушай, Ром, пожалуйста, мне там рассчитаться надо, можешь еще 100 закинуть? Хорошо, ладно, держи 100. Подумал, ну, чуваку нужно рассчитаться по-любому за производство, это я заболел, это, ну, мой косяк, типа условно. Проходит время, я говорю, ну чё? Он говорит, сейчас узнаю. Проходит 2 дня. Ну чё, сейчас узнаю, ну чё, сейчас узнаю. И вот эта вот пиздорезка начинается какая-то тупорылая. Звоню ему, говорю, Сергей, тебе когда нужно было выручить, я тебя выручил. Я говорю, почему я должен унижаться, тебе звонить, проверять постоянно, когда ты мне что поставишь, когда ты мне поставишь те вещи, за которые я уже заплатил. А они уже на тот момент что-то привезли, там было закосячено. Я говорю, ты привез закосячено. Полной инвентаризации не было, говорю. Ты закосячил, все, я с тобой общаться не хочу, давай буду писать другому человеку. Пишу девушке, которая замеряла эти шторы, которая ездит и подбирает их, короче. Ну, как представительное лицо представительское. Пишу, такая-то ситуация, молчит. И тут, понимаешь, находится момент, что я такой, блядь, мне просто не отвечают, неужели мне нужно будет это сделать? Я просто беру ссылку в свой инстаграм и кидаю, говорю, я музыкант, у меня тыры-пыры, блядь, расписание хуесания, я под вас подстраиваюсь, не могу ездить. И как только приходит ссылка на мой инстаграм, где 200 тысяч подписчиков, она сразу же, ой, да, сейчас мы все организуем, сейчас мы забегаем. А для меня это унижение, в принципе, ну, типа, башлять тем, что я лакимин. Нахуй это нужно делать? Я просто человек. Ты мне как человеку за мои заплаченные деньги должна сделать такую, ну, типа, услугу. Вы, вся ваша компания. Какого хуя я должен унижаться и еще делать вот эту тему? И получается вот этот вопрос пренебрежения и престижа. Пока ты в России, типа, не станешь блатным, а блатные, это же не только блатные, которые вот такие блатные с крестами и так далее, там на геликах ездят. Блатные — это журналисты известные, блатные — это артисты, блатные — это журналисты, ну, типа, Ютуба и так далее. И вот это ощущение, то, что просто, чтобы к тебе относились как к человеку, тебе нужно быть блатным, оно угнетает. Пацанов из списки-то рассказывал, что обложка твоего альбома предыдущего стоит 260 тысяч рублей. Да. Просто фотография стоит 260 тысяч рублей. Короче, я был дико впечатлен фильмом «Дом, который построил Джек». Он, короче, был архитектором и всю жизнь пытался построить себе дом, ему не нравились материалы. И в конце фильма он строит дом из трупов людей замороженных. И я на это смотрю и думаю, ёб твою мать, ну типа, какой крутой образ. И я начал размышлять насчет того, что как мне визуализировать обложку, вообще, в принципе, что-либо придумать. И начал анализировать свое творчество и заметил то, что действительно, типа, изначально, когда я входил и хотел о чем-то читать, мне хотелось описывать проблемы людей. Мне хотелось зарываться прям в их комплексы, страхи, гнилье. Это не то, чтобы осуждать, а просто чтобы это вскрыть, и люди на себя посмотрели в зеркало и могли оценить свои ошибки или пережить ту боль, которую они не могли пережить, или думали, что они в ней одиноки. Такой терапевтический подход. И я подумал, что да, так и получается, что это тоже какой-то дом, сотканный из людей различных историй, которые я там слышал, видел, общался или там сам встречал и переживал. И в итоге возвелась эта конструкция. Но вот там девочки, которые в виде скрепки, они натурально так... Да. Они гимнастки или... Не, модели. По-моему, это, короче, там 2 девчонки уже ходили на шибари, поэтому знают, каково это, и им не страшно. 260 — это не просто же, типа, флексануть то, что сколько я бабок потратил. Нет, просто дешевле невозможно было сделать это. Лучшая обложка в истории музыки? Самое то, что визуально мне вспоминается сразу же, если бы я назвал эталон обложки, это Metallica Master of Puppets. Бесконечное кладбище из крестов на красном закате. Таком, это круто. Как культурный объект обложка системы «Укради этот альбом». Охуительно. Вот, типа, вот это есть надлом вот этой 4-й стены, я это очень люблю, типа, когда к слушателю можно обратиться. Вот в хороводе, допустим, в 2-м треке альбома, там люди задаются вопросом, Таня Шмалюк, почему она, ну, типа, так мало спела, и почему в конце нету расщепа? А в этом, сука, и смысл песни о том, что каждый человек думает, что Бог выберет не его заберет. И когда в конце остается строчка, и все думают, так, сейчас она расщепит и скажет, выбери не меня, в этом фишка, то, что сам слушатель про себя эту фразу должен подумать, потому что он про себя ее думает. И в этом есть такие художественные ходы. Кто-то говорит, ребята, берегите ребят, гуману номер потом только попадут и в тебя. Как бы не были все правильны в последних дверях, каждый про себя попросит. Получается, обложка последнего альбома «Анакондас» — это тоже пролом 4-й стены. Есть такое, ну... Там же конкретно номер телефона, да, у них да. тысячи звонков на этот телефон. Крутая штука.
Действительно. Ну, типа, я не видел такого, чтобы оставляли номер телефона прямо на обложке. Хаски оставлял на билборде как-то, но в рамках просто какого-то перформанса, но не на обложке. У тебя работа курсовая или дипломная была по Шаляпину? Диплом, не по Шаляпину. Дипломная работа, она у меня была продумана, название бы вспомнить. То ли способы развития музыкальной индустрии в России, что-то такое. Про Шаляпина там была одна часть о том, что типа Шаляпин же у нас такой очень именитый артист, но дело в том, что свою именитость он получил за счет того, что только-только открылись первые производство виниловых пластинок в России. Ага. Единственное, что там выходило, сказки и Шаляпин. Все, никакие другие артисты, ни барды, ничего. И Шаляпин года 2-3 это был единственный артист, который выпускался на виниле в России. 100% ротация у него была. Ну да. Так ты же понимаешь, что это. Это если сейчас вырезать вообще все из Apple Music, там, Spotify оставить только Моргенштерна. Вот это будет Шаляпин. Что думаешь про Моргенштерна? Я думаю, очень крутой маркетолог, музыкант среднего образца. Так, удачи ему, успехов во всех его начинаниях. Среднего образца? Ну, как музыкант, да, если ты послушаешь его гитарный альбом, ну, типа, очень много спиженных песен, спиженных рифов, не вдохновленных, а именно спиженных. Одновременно там сворованные вокальные партии. Все это звучит скучно, куца и, ну, неинтересно. Ты же медиа-животное. Ты, как мне кажется, очень следишь за тем, что пишут про тебя в интернете. Ты занимаешься, ужасное слово, но нет русского аналога, vanity search. Когда ты вбиваешь либо в Google, либо в ленту поиска Твиттера. Да, конечно. Это приносит скорее пользу или скорее... Я смотрю, как мои действия, какой фидбэк я получаю на свои действия. Не все люди же хотят написать артисту конкретно о чем-либо. И есть какие-то действия, которые я совершаю, я хочу увидеть, какая реакция на них. Типа, получилось ли мне какую-то мысль донести или сделать какой-то такой прикол, который, ну, типа, порадовал людей. По крайней мере, то, что это, типа, оценить степень кринжа, которую ты вложил в свой продукт. Читаешь комментарии на Flow? Ой, да. Они всегда ужасные. И нет такого, чтобы я такой, может, там что-то никогда. Это просто пиздец. Один хочу зачитать. После того, как у тебя вышел контроль, человек написал следующее. Лакимин, конечно, максимальный бездарь. У него нет вкуса, нет своего стиля. Он взял винегрет жанров, залил все это бензином и начал обмазываться этим. Настроение альбома летает от «Я бешеный псих с биполяркой» до «Сентябрь горит». Все это под отвратительный шепчущий флоу и не менее отвратительный вокал. Тип не может в хит, не может в мощный припев. Это какая-то пародия на жанры. Я не понимаю, для кого это, и не понимаю, зачем это. Можно же сделать 2 альбома за карьеру, которые будут кормить тебя всю жизнь, а можно каждый год выпускать такое, и оно будет кормить тебя этот год. Претензия в эклектичности, в мешанине. Насколько ты ее принимаешь? Замени имя в комментарии на Тарантино и зачитай снова. Ну, просто... Такая же претензия к Тарантино. Ну, конечно. Смешение всего подряд. Непонятно для кого. Но только в плане периодичности, как бы, у меня разрыв между альбомами последними был 2 года. И, типа, до этого там были маленькие эпишки, их спокойно ты можешь выпускать хоть каждый год. А здесь, типа, 2 года, мне кажется, достаточно для того, чтобы что-то наклевалось хорошее. Тем более, до этого я очень много работал для того, чтобы были инструменталы или тексты. Поэтому не понимаю этой претензии. Мы, типа, живем в эпоху, ну, все хотят метамодерн, постмодерн. Собираем различные свои культурные опыты, складываем этот культурный фон, берем оттуда потихонечку, понемножечку и делаем своих трансформеров. И это, по-моему, ну, вполне естественно и нормально. Я люблю разные жанры, я люблю музыку, в этом-то и дело. Я люблю разную музыку, я хочу себя пробовать в разной музыке, и делаю это так. Но дело в том, что Лакимин в итоге обрел свой собственный стиль даже в этой мешанине. Ты всегда узнаешь песню Лакимина. Еще Якутия меня научила такой штуке, точнее, ну, культурный код записала, то, что злые гримасы и злые духи — это не всегда что-то плохое, это то, что с чем тебе нужно договориться когда-то. Ну, то есть, когда я начал появляться как исполнитель, люди там, а что у тебя черепа на обложке, всякие страшные штуки, такие метальные визуальные ходы, то, что шрифт и так далее, это все с детства шло, то, что ну, много ходили по экскурсиям здесь, что-то изучали. Я обратил внимание на то, что шаманы, когда надевают маски злые, они же не олицетворяют зло, они отпугивают злых духов. То же самое с тыквой на Хэллоуин у американцев происходит. Они, ну, отпугивают злых духов. Поэтому в самой этой злой гримасе нету зла.
Вот. А со злыми духами договориться, это в том плане, то, что якуты верили, то, что если человек заболел, ну, шаман, он думает, либо ты должен как-то, ну, отмолить этого человека, либо ты должен принести в жертву животное, как бы обменяв здоровье животного на здоровье человека. То есть у тебя нет варианта с ними биться, у тебя нет варианта их победить, у тебя есть вариант с ними только договориться, потому что эта сила такая же по сравнению, как рай и ад, они абсолютно тождественны. Якуты называют это хамусом, казахи — варганом, у всех он по-разному называется. Звук его, я думаю, слышали все абсолютно. Здесь одна струна, настроенная в одной ноте, и единственный вариант, как ты будешь из него извлекать звуки, это работая гортанью хорошо. Собака прибежала на игру. Подожди, а ты что-то из гортани-то работаешь? Да, ты просто, ну, туда-сюда кадык гоняешь, меняешь немножко положение, разные гласные берешь. Ну, типа, я могу даже сказать Юрий дуй, а Юрий будет дуть, дуть будет Юрий, так, да? Реально это было оно? Ну, типа, как гласные, ты выстраиваешь гортани, они же по-разному все располагаются у тебя. Вот он ловит вибрации эти. В Мирном много бараков. Много, очень много бараков. Ну, что построили, то и оставили. Получается, в 2002 году в конце мы переехали в Мирный, и здесь я привык к этому морозу, гулять без подштанников, вот эта вся тема. Потом переехал в Томск, там как бы градус сопротивления понизился, переехал в Москву, он еще понизился. И сейчас, когда я спустя 11 лет из Москвы приезжаю сюда, сейчас вроде минус 9, а меня трясет. Я уже отвык от этого всего. Отвратительно. Москва портит людей. Да. Да, Москва накормила, дала возможность реализоваться. Вместе с этим город жуткий, страшный, тебя везде могут наебать. Город высасывает соки из всей остальной страны, и поэтому Москва и кажется таким оплотом зла. И мне кажется, что со временем я все-таки оттуда уеду. Высасывает соки, что ты имеешь в виду? Регионы сидят на дотациях, которые распределяет Москва. Ну, то есть, условно, заработала Якутия 100% денег. Сколько процентов денег этих она получит обратно? Просто фишка в том, что если есть регион, который поднимает нормально бабок, ну, здесь в регионе эти деньги должны оставаться. Пускай не все, пускай регионы отправляют там, ну, часть налогов, там, 30%, но не полностью отдавать все, что есть. Когда люди здесь работают, хотят видеть, ну, какое-то развитие в городе, где они оставляют свое здоровье, своих детей, своих родных здесь хоронят, а, ну, деньги улетают в Москву на красивое новогоднее украшение центра Москвы. Ты рассказал, что боишься летать, и перед полетом ты иногда занимаешься какой-то необычной штукой. Да, это да. Иногда меня накрывает страх смерти, и я пишу Максу о том, что Макс, обновление, как мы делим роялти, если я подохну, и, короче... Ну, допустим, есть же идея, то, что мне может привлечь какая-то организация, допустим, захочу им там 5-7% оставлять, чтобы мне постоянно эти деньги втекали. В этом году меня расстроит какая-то организация, в следующем году она меня порадует, и хочу, как бы, ну, после себя что-то оставлять. Короче, это такая иллюзия бессмертия, которой я придерживаюсь. Этими микрозавещаниями каждый раз. Про организацию я не понял. Что? Ну, какие-то организации благотворительные могут быть или правозащитные, которым я бы хотел отдавать свои роялти в случае своей смерти. То есть ты типа пишешь 5-7% там о горе или Ну, кому-то да, или еще. ОВД, или еще что-нибудь. Ну, типа того. Песики. Еще песика можно оставить. Песики никогда не подведут. Песики не изменят своих политических убеждений или не начнут кого-то поставлять, и песикам можно деньги присылать вообще, не парься. Ты про приюты. Да. Ты рассказывал, что тебя очень вдохновляет артист Скриллекс. Скрилл, чем меня привлек, он всегда как-то коллективно с этим всем действовал. Как правило, артисты, которые стреляют, они вот зацикливают на себе внимание, и все. Не обращают внимания на ребят, с которыми они там фитуют, или на компанию свою и так далее, и как-то не саппортят. И он был одним из таких первых ребят, кто начал саппортить именно свое окружение. И сделал свой собственный лейбл Оусла. На самом деле он много-много-много кого вытянул, подтянул, кого включал на своих выступлениях. Чувак катал туры 360 дней из 365 дней в году. Типа 360 дней он играл. Когда он в Россию приезжал на АФП в 2014 году, он же прилетел, ну типа ему заказали частный самолет, Да. он прилетел оттуда на вертолете, он отыграл и попиздошил на следующий диджей-сет.
тоже на самолете. Это бешеные туры, он полностью отдавался музыке. Если ты вот так подумаешь, прикинешь, ну кто там электронщик до Скриллекса прям популярный, блин. Ну там возьмем Продиджи, но это команда все-таки. Дэвид Гетта, какой-нибудь Тиеста и так далее. Моби. Это все Моби. Одна единица, один человек. У них как бы не было вот именно коллектива или коллективности какой-то такой движухи. Я, как человек не погруженный, Скриллекса тоже знаю как одного человека. Я знаю, вот есть он фронтмен, который фигачит. Ну, а люди погруженные, они знают, ну, типа, кого он подтягивает и с кем работает. Это же твоя ролевая модель, да? Ты когда выпускал альбом, вот ты бомбил в Твиттер, вот, эта команда, все мы делаем это вместе. И там прям одна фотка с другой, как сколько человек на сцену выходило тогда? У тебя Блин, я не закрытое помню, сколько прослушивание посчитать, было? 20 с лишним, наверное. Может, меньше 20 чуть-чуть. Там еще не хватало двоих людей. Но это же все, кто там фитует или занимается звукоинженерингом каким-то, они все выходили. Просто не нравится мне вот эта вот позиция, когда типа, вот это все пахнет продюсерским проектом, когда ты видишь просто одного человека, зная то, что за ним работает какая-то команда, и при этом эту команду не представляешь, они не прописываются в продакшене или там не выплачиваются роудси, это все крайне глупо выглядит. Мне кажется, просто ребята, которые со мной работают, они могут быть талантливее меня, могут быть лучше. И если я и сдохну, по крайней мере, у них будет медиаресурс, чтобы продолжать свою работу. Ну, посмотри на Мироныча, типа, он когда начал двигаться, он же сразу же, вот Рудбой, типа, Охра, вот Порчи у меня, вот еще ребята, с которыми я работаю. Он всех-всех-всех показывал, всех-всех-всех проталкивал. Потому что он это тоже изначально понимал, потому что нельзя, ну, типа, быть просто одной головой, когда с тобой работает целая команда. Дима ЛД Мэй, что это Саня Thunder Six и Даня Лазарев. Вот, это мои товарищи-музыканты, которые в меня с самого начала поверили и до сих пор со мной работают. Что значит поверили? Ну, с того, что нашли какого-то дебила в сети и решили с ним поработать. Прикольно, вроде талантливый, вроде что-то может из него вырасти. Все так же любят группу System of a Down, как Рома. Я люблю группу System of a Down. Нет, Рома сошел с ума в какой-то момент. И дело в том, что любой диалог наш, он посередине диалога мог сказать, кстати, интересный факт о Дороне Малакяне, вот, и реально говорил какой-то факт. Это продолжалось без шуток, недели 3. реально какую-то вещь произносил про него. Я такой, так, хорошо. И Даня когда садится в такси, я задерживаю вот так вот дверь. Кстати, факт о Дороне открывает дверь Малакяне. водитель. Рок жив, пацаны? Я боялся этого вопроса. Да, жив. В широком смысле. Но мне Конечно. кажется, Вполне да. себе работает, Ну, всё да, круто. да, всё круто. Есть ощущение, что сейчас он прям живее. Потому что всех спираль живых. начинает Да, замыкаться опять. все циклично, поп-панк возвращается, все работает. Есть ощущение, что рок тоже съели рэперы, и сейчас это прям очень, очень модно, очень круто. Сейчас тренд на то, чтобы чуваки, которые были в рэпе, они уходили в рок. И это делают не только люди, которые выросли на System of a Down и Металлике, но и совсем молодые чуваки. У Лизера рок-группа, у Джизуса целых 2 года была рок-группа. Была тема, во-первых, типа, это там берем какой-нибудь 17-й год, как раз Тит Тансион вел, наверное, эту моду все-таки на рэп-рок. У него был трек «Кинг» крутой. очень. Да. Ну, короче, Кинг, да, где он Вот типа это и скримит, и один из вся первых, херня да. происходит. В общем, тогда они просто использовали сэмплы, в основном, они не пытались ничего играть. Это были достаточно простые какие-то аккорды, просто главное, что в треке есть гитара, и вот теперь я рэпер-металлист. Вот так они позиционировали. И в России тоже эта волна была, но так как я в этой волне был чуваком, который, ну, металл-то любил с детства, я подумал, что я пойду дальше. И когда все чуваки ушли такие, типа, ну ладно, давайте помягче звук делать, я такой, нет, утяжелим нахуй, на все деньги. Вот так вот все фишки казино своего, вот так подвинул, все, ебашим металл. То, что сейчас происходит, это, наверное, влияние Дилана Брэди, продюсера. есть Ну, такой. не совсем, я думаю, что вот... И Трэвис Баркер. Вот Трэвиса такое. Баркера, да, вот сейчас все это поп-панк звучание в Америке, оно как бы возвращается. Вот звук блинков, условно. А Трэвис Баркер как продюсер работает? Как продюсер работает, да, он уже много лет Видишь его в продюсирует любом клипе треки. сейчас, который чел стреляет молодой, там где-то Баркер Да, играет на именно с барабанах. поп-панк звучанием. Вспомни, как он делал кавера на Soulja Boy. Да, Лил Уэйн. Это все очень давно. это оттуда крутые идет. дядьки. разлетались просто от ударов. Если кто-то не понимает, о ком речь, это самый известный барабанщик в мире, возможно, барабанщик группы Blink-182. Я просто считаю, что здесь ты как бы более честен с аудиторией, потому что когда ты выходишь под биты читать, ну, это там не шоу. Шоу есть у Канье Уэста. Когда он выходит там с Акай, обалденная какая-то сцена, классно, визуально это шоу работает. А когда проходят рэп-концерты даже в регионах, ну, просто в регион ты не привезешь свет, ты не привезешь сцену, ни хуя ты там не сделаешь. Маленькая И дурацкая по большому счету
Вот это живое выступление, оно же еще показывает, что музыканты сыграны, то, что есть какая-то общая идеология, это классно работает, и намного больше энергии в этом выступлении есть. Ну, типа, еще и показать, что музыканты стараются, да? Конечно, да. Ну да, и больше движения, как, ну все есть. И люди это чувствуют? Но людям не все равно стараются или нет? 100%, да, ты чё? Давайте ухнем. Let's go now. Взял. Машкинс. Поцелуйчик, и ты же пройдешь випку. Ты с Максом надо идти сейчас. Пойдем. Ты согласен, что влияние System of a Down Конечно. на тебя огромное? Тебя это не напрягает самого? Вообще нет. Это, мне кажется, преемственности, это очень классно. Типа есть вещи, ну, ты же не можешь найти ни одной песни, где скажешь, что это ты спиздил System of a Down. Но ты можешь найти в моем стиле, типа, корни этой группы. То же самое, что, типа, у Мьюза есть корни от Queen. Они вдохновлялись Queen. И поэтому Мьюз тоже строит вот так с модуляциями свои песни, с кучей вокальных подложек, ну, групп вокала. И это нормально. Нет претензий к Мьюз от того, что они вдохновлялись Queen. Поэтому я не чувствую никакой претензии к себе по отношению к тому, что я вдохновляюсь System of a Down. Или Металликой, или Трэвисом Скоттом, или Дензелом Кьюри. Я учусь. Как и у Тома Уэйтса учусь с этим смешением. Вот эти туфли, они же вот прям Том Уэйтсовские. Ты знаешь этого дядьку с шикарным голосом. Я его с детства слушаю, ну, с 2004 года. Я его, ну, безгранично обожаю, потому что это тот музыкант, который не стал эстрадным. Все время мешал жанры, все время все менял. Когда-то спиздил крышку унитаза из студии и ее записывал себе в альбом. Ну, то есть он пришел, хотел снять за $20 000 в студию, зашел в туалет поссать, крышка ударила, он такой, заебанный снейр, я покупаю крышку и съебываюсь отсюда, и у себя ее записал. Снейр — это рабочий барабан. Ну, то есть есть кик, а есть снейр. Это снейр. Клевая легенда. Да, конечно, у него куча легенд. Он рассказывает же, что он родился в такси, и вся эта история, это, конечно, все балабольство, но он составляет, типа, такую очень классную фигуру. Всем же плевать на деда, который сидит у себя на ранче где-нибудь, правильно? Но всем очень интересно, что за Том Уэйтс, который сидит, играет на пианино и рассказывает о жизнях людей. Ну, допустим, как он подходил к текстам. Он работал охранником в барах, и он сидел просто, ну, с блокнотиком и записывал, о чем говорят люди. И это было мясом для его песен. Мясом для его текстов, точнее. А в воскресенье, когда бар отдыхал, что удивительно, может, какие-то законы штата или еще, там было пианино. И он садился и пытался учиться играть на пианино. Вот и все. Про свой голос, который хриплый такой, ты его прекрасно знаешь, всегда узнаешь. Он рассказывал то, что мне после операции забыли ножницы в горле. Ну, ты же не поверишь в эту херню, ну, конечно. Просто вот так. Я хочу! У меня есть тема, я боюсь видеть, что люди не кайфуют, я закрываю глаза, пою,
И я вот сначала концерт начал закрывать глаза, открываю, не разъебываюсь. Закрываю глаза, открываю, не разъебываюсь. Закрываю глаза, открываю, не разъебываюсь. Я думаю, блядь, не разъебывайтесь, все, на лиричных треках поставили, закрываю, открываю, блядь, разъебываюсь. Просто круто, конечно, то, что надо. Это очень важно. Мне не хватает вот этого, знаешь, стриминговой... не хватает концертной движухи, потому что есть артисты, которые сидят на стриминге, как бы просто они там прослушивания летят, они кайфуют с этого. Как бы, ну окей, бабки, им похуй. А когда приходишь на канцы, видишь, что люди учат тексты, помнят дропы, знают чуваков, которые с тобой играют, это очень круто. Это уже есть какое-то такое, как будто ты организовал какой-то класс культурного пласта, короче, здесь, и сделал свою экосистему. Это очень классно. Поэтому да, это все оправдало мои ожидания. Даже шею к стакану опустить, блядь, не могу. У Джеймса Хэтфилда 2 операции на шее, просто потому что он всю жизнь вот так тряс башкой, когда играл, и там вылетают позвонки все время. Шея проблема. Кстати, надо на йогу ходить. Есть такая тема, что мужики любят ходить в качалку, а не тянутся ни хрена, да. Маша купила тут домой колесо, ролик, на котором кататься, я охуел. Ну, типа, обычно ты видишь там, знаешь, шоу там 80-х, где женщины в коротких шортах, обтягивающих там всех таких разноцветных катаются, делают, простая хуйня, стаешь на нее, и думаешь, блядь, я опустился в ад к сатане, лесному жопу и пытаюсь вернуться обратно, это невыносимо. Ну, это крутая штука, мышцы стабилизации поддерживает. А шею хз, какой смысл качать шею? Чтобы быть скалой? Да, ты видел шею Джорджа Фишера из Cannibal Corpse? Я сейчас покажу, блядь. Она больше, чем у него. А он не качается. Он просто металлист. Сейчас. Покажу. Джордж Фишер. Смотри на эту мразь. Я хочу увидеть Бога на коленях. Веришь ли ты в Бога? Хороший вопрос. Ты прям... Я думаю, да. Вот без проблем, да. Только не в Бога, не в Деда с бородой, не в какую-то определенную силу. Есть, короче, теория про божественную матрицу прикольная. Типа про взаимосвязь между мной, тобой, всеми, процессами. Скажем так, это не теория даже, это наблюдение о том, что все закономерно и последовательно. Ну, то есть там, допустим, не человек, который изобрел колесо, а потребность общества в этом колесе, наличие дорог, изобрело это колесо, как бы запустило процесс. И божественная матрица подразумевает то, что различные процессы, которые происходят в жизни, они могут происходить благодаря желанию общего мира, такому стечению обстоятельств и так далее, а не воле одного человека. То есть, по сути, Бог — это мы все. Вот как-то так я это воспринимаю. У меня в команде сейчас 2 христианина. Один реально звонарь, и он играет со мной. Он в Воронеже звонит в колокола. Звонит. А чем он занимается в команде? Он гитарист, второй гитарист сейчас, Коля. Клевый гитарист, очень классный. Второй — это басист Никита. И он верующий. Ну, то есть у него дома и иконы есть, все дела. Ему, может быть, от чего-то некомфортно, но я никогда не приду черту. Если я его оскорблю, действительно, я за эту хуйню извинюсь перед ним. Если кто-то другой захочет там что-то предъявить, понимаешь, докопаться можно до кого угодно. Ну, реально, за всякую херню. Я тогда должен сидеть с закрытым ртом, чтобы до меня не доебались. Но мне же нужно как-то говорить. У меня есть претензии к Богу, и я на них имею право полное. Я сын священника, и поэтому он меня постоянно просто брал на службу с собой. Вот. И я как-то занимался всем, что попадало под руку. А звонить я класса, наверное, со 2-го, с 3-го полез уже, мне было интересно. Меня с собой постоянно брали наверх. И потом как-то случилось так, что меня там оставили одного, а служба уже шла. Звонить надо было, я в слезах, в соплях начал звонить, потому что что делать?
звон должен быть. Ну и как-то так получилось, что раз позвонил, два позвонил, и вот я уже сколько, со 2 класса, с 3-го. Свою бытность совсем детем я рос. Не на Iron Maiden, а на Judas Priest, скажем. На Металлике, на русском роке. Причем на таком русском роке, не который там Цой, Сплин, Шевчук, а больше на таком, который там Черный кофе, ну, это, если кто знает, группа Круиз и так далее. Ну и, короче, у нас все это мешалось постоянно. Я с детства рос в тяжелой музыке. Когда я чуть подрос, я начал более экстремальное музло слушать. Вот. Батя у меня, наоборот, с возрастом отошел от этого. Он сейчас больше по классике, по каким-то таким обычным вещам. А я сейчас... Типа, у меня из топ-3 любимых метал-групп Behemoth, это Black and Dead Metal. Сатанисты. Которые рвали Библию, да, на выступлениях, которые судятся до этого, которые в Польше там антикатолическую ведут Их борьбу. запрещали в Москве, концерт, когда они приезжали. Да, это вот одна из моих топ-3 групп метал. Вторая Lamb of God, которая первое название было Burn the Priest. Так. Ну, его, соответственно, их там на фестивале не пускали, и им пришлось переименоваться. Вот, так что я в целом, ну, вот как-то так вырос там. Black and Dead, Death Metal — это вообще мои любимые жанры относительно. А нет ли в этом противоречия? То есть, с одной стороны, ты же, ну, не только звонарь, но ты прихожанин этой церкви. Ты воцерковленный человек. Как это сочетается с группами, которым сатанизм или, скажем так, противоречивое отношение к религии свойственно? Слушай, тут дело в том, что я воспринимаю эстетику и мировоззрение, и посыл группы. Я разделяю эти вещи. Звучание, эстетика с одной стороны, с другой стороны суть, посылы, какая-то философия группы и так далее. Мне очень дико нравится эстетика Behemoth, мне дико нравится визуалы, мне дико нравится музыка, звук, агрессия. Я просто обожаю это все. Ну и в целом в тяжелой музыке я это очень люблю. Но в то же время я отделяю их точку зрения, я не согласен с ней. То же самое с Ромой Лакимином, если вы слушали альбом «Контроль», то вы понимаете, о чем я. Я не разделяю его точку зрения, мы об этом особо не говорим, но это работа просто, и именно в плане работы со звуком меня все устраивает. Вот. Дело в том, что, понимаете, когда мы ярлыки навешиваем на там, людей окружающих, на профессии человеческие, то кажется, что там одна профессия несовместима с другой, или образ жизни одного человека несовместим там, с образом жизни другого человека. Я всегда в таких случаях говорю о том, что человек — это вообще непостоянная величина. Непостоянная величина, потому что человек развивается постоянно, он не может находиться в статическом состоянии. Вот. И я в качестве примера что хочу сказать. Вот, например, Дмитрий Варшавский, замечательный рок-музыкант. С чего начинался «Черный кофе»? Светлый металл. Вот, что он сейчас поет? «Пой, цареве, пой», какие красивые песни у него. «А наш-то наш», последняя песня. Вообще чудо просто, правда? Вот. А если брать вообще хрестоматийные такие примеры, там Костю Кинчева, например, с чего он начинал, к чему он пришел, или Вячеслава Бутусова, с чего он начинал, к чему он пришел. Или вот сейчас мы поминаем недавно ушедшего от нас Петра Мамонова. Со звуков «му» все начиналось, закончилось ортодоксальными взглядами на человеческую жизнь. Действительно, вот когда человек не останавливается в своем развитии, как там, скажем, как его звать, это Rebel Yell, кто это поет, Билли Айдол, да? Вот, если человек не останавливается в своем развитии, то он действительно дорастает до чего-то такого мощного и серьезного. Все равно осмысливает что-то в этой жизни. Вот. А вот это молодежное увлечение, они что? Они всем присущи, наверное, потому что многие поэты, если говорить о творчестве, они же начинали с чего? Сбрасывали Пушкина с пароходов современности. Вот. Тот, кто остался до конца своих дней сбрасывателем Пушкина с пароходов современности, тот неинтересен. Но я надеюсь, что и Николай наш, слава Богу, на своем пути, может быть, в свое время и он, я не скажу дорастет, потому что ему это, все, вся жизнь церковная, она близка. Он живет этой церковной жизнью, он причащается, открою вам секрет. Вот, Великим постом последний раз причащался. Если это, конечно, не секрет ни для кого, то да, вот это вот хочу сказать. Вот, ну а там что? Там Господь все управит, все будет хорошо, я думаю, потому что на месте же он тоже топтаться не будет, я надеюсь. Вот, мы его видели врачом, честно сказать. Вот, помогли ему выучиться в медицинской академии, у него диплом врача. Ну, он выбрал вот такую свою стезю, выбрал творчество. Ну, пусть творчеством занимается, я только за. Помолимся за него, помянем его о здравии, чтобы Господь вразумил, чтобы он тоже развивался. И все будет хорошо. Юрий будет
будет дуть, будет Юрий. Очевидно, что тебе нравится в России далеко не все. Что именно тебе не нравится? Вертикальная форма управления, где, ну, типа, мы же должны, по сути, голосовать и выбирать своих представителей. В Думе не сидит моих представителей. Нет людей, которые представляют мои интересы. И навряд ли будут, потому что людей, за которых я бы мог пойти голосовать и топить, их снимают с выборов просто, и все. Ты заходишь в твиттер Любви Соболь, любви, и ты заходишь к ней в реплае, и ты видишь 2 положительных комментария и миллиард комментариев от кремлеботов о том, что «сиськи, покажи сиськи, вывали сиськи». Это, прикинь, насколько тупо, что под кого-то они копают, там пытаются найти уголовные дела какие-то или еще чего, а вышла женщина, ну, типа, баллотироваться, они сиськи! Прикинь, что там по-любому сидел, ну, типа, Путин, ему приносит, типа, вот распорядок, как мы будем гнобить оппозиционеров, да? Этому мы пришлем дело, там, Киров леса, еще Куню просто перечисляют, и тут сиськи. У женщины сиськи, давайте ее дрочить за сиськи. Он такой, да, давайте ее дрочить за сиськи. И ты просто зайди, почитай реплай. Это ты так себе представляешь, что Путин решает такие вопросы? Я думаю, что он знает это. Слушай, по-любому, когда-нибудь распечатку реплаев ему приносили. Он такой, ну что там с Любовью, Соболь? Понятно. Ты думаешь, он не знает ее имени? Ни разу не видел ее страницы или еще что-нибудь? Я не уверен, что Путин в курсе, что такое Твиттер. Не, я не хочу представлять во-первых, его таким дедом. Очень удобно говорить о том, что он дед. Не тебе удобно, не либералам удобно, а удобно власти выставлять его так, что дед, который нихуя не знает. Супер такая позиция, классная. Дело не в нем. Дело в том, что я уверен, что очень много людей в России не знают, что такое Твиттер. Твиттер — не популярная соцсеть в Российской Федерации. Начнем с этого. Так, Твиттер. Ты сейчас не принимай это, пожалуйста, Твиттер производит весь контент, по сути, в интернет. Раньше это было, я не знаю, ну какой-нибудь Двач, сейчас это Твиттер. Лучшие шутки рождаются в Твиттере, лучшие темы для обсуждения рождаются в Твиттере. Потом люди в своих ТикТоках показывают не скринсейвер, как называется, зеленый экран Твиттера, там скрины обсуждают с Твиттера. В ВК постятся скрины Твиттера, но почему-то Твиттер не самая популярная соцсеть. По-моему, это очень московский подход. Московский? Очень я еще далекий в Томске от знал народа. о Твиттере. Очень далекий от народа. Но я, кстати, узнал о Твиттере благодаря Скрилексу. Я очень хотел попасть именно на лейбл, завел Твиттер, атаковал его сообщениями кучей, поэтому никогда бы не попал. Допустим, хорошо. То есть ты считаешь, что распечатку реплаев, стратегию по тому, как мочить Любу Соболь, утверждает Путин? Я думаю, он видел результаты. Слушай, недавно раздувал за такую тему, что на самом деле президент каждой страны очень хорошо отражает ее народ. И я думаю, что если бы ему сказали даже о том, что там вашу оппозиционерку дрочат за то, что, она женщина, он бы сказал, правильно, бля, баба. Вот и все. Я даже, не сомневаюсь в этом. И что ты думаешь, за столько времени он не видел ни одного твита Соболь? Это было бы очень странно. Твита видел, реплай, не уверен. Реплай. Серег, знаешь, что такое реплай в Твиттере? Буквально переводится как ответ. Серега, понимаешь, наш посол в ТикТоке. Он не знает, что такое реплай в Твиттере. Комментарий. Слушай, я не поверил, когда ты сказал, что здесь есть такой памятник. Ага. Но он правда есть. Существует, и он мне казался даже ниже, когда я был малым. У меня ощущение, что его перестроили. Если ты посмотришь, мрамор очень свежий. Он не косано, ничего. Дело в том, что когда я был малым, этот памятник был одновременно... Вот даже сейчас, я не уверен, вода или это кто-то харкнул. Он был заплеван, и при этом у него здесь лежали гвоздики. Он был заплеван? Ну, не полностью, но на нем были плевки. К нему подходили и плевали. И также клали гвоздики. То есть это спорная фигура до сих пор. Заплеванные гвоздики — это прям арт-объект про то, насколько разная страна. Да. Твое отношение? К этому товарищу лично не знаком. Отношение именно как к историческому деятелю, я не знаю, что не банального тут можно сказать. Хуевое отношение какое еще. Заслуги страны, которые были, это заслуги людей. Вот, эмпатия, она же, не отображается в государстве нормально, в государственных законах. То есть эмпатия по отношению к меньшинствам, инвалидам, приезжим и так далее. История недавно раздувать начали этим летом, на самом деле, насчет того, что приезжают мигранты и представляются русскими именами. Для удобства русских господ. Понимаешь? Да. Это отвратительно. У меня вешал шторы чел такой, я его спрашиваю, тебя как звать? Мне тебя записали? Он, Толик. Ты не Толик.
Вот ты вообще, ты ни на 0,01% не толик. Он, ну да, толку. Но я ему объяснил эту тему, то, что мне важно было узнать, потому что я хочу знать точно твое имя, нужно это нормализовать. Потому что я там жил когда в Якутии, ну, там много было разных имен, которые никто для тебя не переиначивал. Ты должен был запомнить якутские имена. То есть там Айтал, например. А какая связь с государством? С Это разве не государством? бытовая история? Чечня, убийство геев, BBC-шный репортаж о том, как их вывозят. Что-нибудь делают с этим? Ну, типа, нет. Это, ну, ок, норма. Хотя недавно, ну, это было не в Чечне, а какого-то... Блин, я вот не помню, к сожалению. Это было в точно Москве. дело. Человека посадили в тюрьму посадили за то, что он убийство. убил Было убийство. Вот, то есть, как бы, есть пример. Все-таки не было такого, знаешь, на законодательном уровне такой ситуации. Вот видишь, в России сложно все время, они на балансе, они как бы, ну, вот сейчас я пиздоболю, сейчас не пиздоболю. Поэтому там проблема с вакциной. То, что мы вам все время пиздим, а вот когда нужно, ну, вакцину использовать, ну, ребят, поверьте на слово нам. Ну, типа, это не работает. А тяжело поверить на слово после этого. Ну, конечно. Вот поэтому и хочется своих представителей, но, типа, опять-таки, мы живем просто с такой иллюзией того, то, что что-то работает по закону. Типа, это не закон, это понятие. Во-первых, когда надо, они меняются, когда не надо, не меняются. Еврозона открытая, концерты закрываем. Отменили все концерты в Питере, когда был экономический форум. С каких хуев? Почему людям, ну, отменять концерты? За что? Это же огромные долги. Вот как с «Дикой мятой» случилось, люди там попали на 90 лямов. Ну, под сотку, короче, лямов. Просто из-за, ну, решения такого за день. Хотя бы за 2 недели предупредить или еще что-нибудь. Батя нации — это про конкретного человека или про что-то собирательное? Мой папа чуть подустал, я должен ему помочь. Ведь много крови отдал, там разделил вместе ночь. Мой папа пашет, я правда понял, я хороший мальчик, но почему же тогда так страшно, когда входит батя нации? Это про тиранию, в принципе. Это любой, кто займет место тирана, он является батей нации. Это насильник своей родины. Ага. Но написано у тебя под впечатлением текущего правления. Ну, славянских диктаторов, да. А ты писал, когда уже в Беларуси творилось все? Ну и в России, и в Беларуси, ну типа разные прецеденты есть, которые к этому относятся. Ну просто когда видишь то, что правитель своей страны насилует народ, есть и такая метафора, то что как бы они-то хотят себя называть отцами нации, примерами для своего же государства, для своих людей, для молодежи, ну типа стараются подать этот пример. Кто дзюдо занимается, кто в хоккей играет. Ну они оба в хоккей играют. И как бы тут прикол в том, что они хотят быть примером, но при этом производят насильственные действия над своими же детьми, которых берут под опеку. То есть как бы тут разграничивается. Либо ты ну, профессионал, который исполняет ну, там, свои служебные обязательства, либо ты пример отца, да? Вот как лидер нации. Но если ты лидер нации, ты должен соответствовать. Лидер нации не может производить насильственные действия по отношению к своему же народу, к своему же ребенку. То есть то же самое дилемма о том, что пиздить детей или не пиздить. Не пиздить. Я не понимаю, что сейчас делать. Моя, типа, идеология сейчас заключается вот конкретно такой партизанской деятельности. Ты делаешь свой проект, как бы скапливаешь медиаресурс вокруг себя, какой-то экономический ресурс вокруг себя. Я делаю музыку, скапливаю свой экономический ресурс вокруг себя и, ну, там, даю людям работу. Ты тоже даешь рабочие места, да? И вот различные такие, ну, назовем это прямо предприниматели, все-таки это типа, пускай это диджитал контент, но это типа предпринимательство. Ты зарабатываешь деньги частной компанией, ну, или частным лицом, похуй, индивидуальный предприниматель. Быть готовыми к смене, короче. Чтобы было место, куда люди могут пойти, куда прийти, откуда получить поддержку в определенный момент. Ну, то есть, условно, вот сейчас запрещают все фестивали, да, и мы с Максом разговаривали насчет того, что, возможно, музыкантам в следующем году или через год, скорее всего, придется поддержать организаторов фестивалей и выступать всем бесплатно. Просто чтобы снова дать, типа, вот то мясо фестам на организацию, которая есть. Так это не свежая мысль. Понимаю, не все артисты «Дикой мяты» за рубль там выступают. Ну, или почти все в следующем пор? году. Нет, в следующем году вот, огромное вот, количество... Да. Кстати, об этом не читал, но я тебе как бы о том, что вот то, что можно противопоставить. Наверное, эмпатию можно противопоставить. К сожалению, я не вижу пока выходов. У нас вся оппозиция сидит. Ну, реально. Даже Светов уехал в Рио сейчас, тусуется там. Но просто представь, вот сейчас условный... Ну, протесты без оппозиции, да? Без того, чтобы потом... Господи, как его зовут? Леонид Волков написал резко в телеграм-канал: «Ребята, по домам!
Вот не будут ребята по домам, и, ну, будет пизда. Без лидеров оппозиции немножко не получится сделать все легитимно, клево и прикольно. Но ты радикал. Все Я? равно в тебе прям видно, как... Я стараюсь это сдерживать очень сильно. Ты сразу же, Глупо когда ты быть говоришь про радикалом. митинги, у тебя сразу же там про погромы, про какие-то такие вещи возникают мысли. Ведь Нет, митинг в tej же- логике. Я не хочу ничего громить. Ты понимаешь, хочется быть культурным человеком в культурной стране, где тебя слышат. Я не люблю пренебрежение. Ты смотрел «Паразитов»? Да. У тебя нет ощущения, что всегда, когда ты где-то идешь, ребята, которые с мигалками едут, делают так рядом с тобой. Вот так. Фу, русский. Ну, типа, вот такая хуйня происходит. Я просто объяснил механику. У меня нет желания еще бить, ломать и так далее. Это же, я тебе о чем говорю, то, что оппозиции нет, люди же злые. Если не будет сформулированной повестки какой-то, к которой люди смогут прислушаться, принять для себя ее, как бы, ну, типа, иметь какое-то конкретное требование и конкретную мысль, с которой они идут. Это будет просто злая толпа. Злая толпа что сделает? Что-то поразъебывает. Опять мы встречаем ЧВК, ЧВК садится в Кремле, такое, все, теперь мы здесь, ну, типа, ебашим. Что по взглядам у вас в группе? Вот, например, Рома пишет песню «Батя нации». По политическим соображениям я поставлю вопрос, ну, типа, точнее, отвечу за пацанов в данном случае. Если случится так, то, что нужно будет отвечать за базар, я распускаю коллектив, отвечаю чисто я. Вот и все. Потому что я их под удар ставить не буду в данном случае. Честно, я только сейчас начал вообще, наверное, во всей музыке хотя бы чуть-чуть, ну, пытаться вникнуть в слова. Потому что до этого у меня, ну, не знаю, может быть, ухо так устроено. У меня какой-то поток идет, и человеку достаточно просто что-то ритмично и в правильные ноты. Ну, то есть, и меня это цепляет. Меня не цепляет там текст какой-то, слова. То есть, если под красивый бит кто-то будет петь про белое превосходство, ты ничего не услышишь? Нет, ну это прям, ну, какие-то провокационные Скорее вещи. всего, у него есть это в трек-листе, он просто не знает. Возможно, не заметил. Кстати, реально. Блин, ну будет Типа, страшно, посмотри, да. пожалуйста, какой Слушай, я текст у треков, подготовлюсь которые ты сразу. слушаешь. На всякий Но случай. так, да, то есть я слышу, все, мне качает, мне Короче, классно, да, я если это исключить сохраняю там какие-то себе куда-то. тексты про белое превосходство, и так далее, тоже я в первую очередь слушаю музыку вообще. То есть я иногда в текст вообще не вслушаюсь. Вот ты слушаешь всякие, условно, западные песни, ты же не вслушиваешься в текст, наверное. Не всегда, да, вот. Оттуда оно идет. Я думаю, то, что вот эта вот партизанская движуха, ну, как мне хочется называть, то, что люди не теряют надежды, то, что они когда-то смогут оказаться в России будущего, она крайне важна. Высказываться против каких-то движух важно. Должна быть дискуссия, короче, в России. В любом случае надо говорить против, в любом случае там, выходить, сопротивляться этому, потому что без сопротивления как бы давление и регулирование со стороны государства будет еще сильнее, еще быстрее, еще хуже, чем оно есть сейчас. Нет ли ощущения, что сейчас гайки закручены так жестко, как никогда прежде? Ну, да. Да что значит ощущение? Это факт. Ну, типа, лидеры оппозиции сидят. Мишустин пришел, налоговую систему перекручивает очень весело и клево. Это хорошо найти неплательщиков, да? Но я не знаю, просто найдут они всех неплательщиков, потом будет еще мало, они еще что-нибудь повысят. И все платим. Есть ощущение, что гайки как никогда. Очень многие съебываются. Вот Усачев что-то сел в самолет, полетел. Ну, Светов говорит то, что ему просто не нравится, типа, ковид и невозможность, типа, ну, у него же там своя кафешка или еще что-нибудь, он тоже уехал, что заколебалось сидеть. Свои причины. Но я остаюсь здесь. Мне прикольно. Типа, я здесь родился, это моя страна, и вот то, что я тебе объяснил насчет пренебрежения, это вот реально то, с чего началась, блядь, моя жизнь, в принципе. А в Томске живешь, и там даже на рынке ты приходишь с родителями, и продавщицы думают, что у вас нет денег, и не хотят там с вами разговаривать еще чем-нибудь. Это отвратительно. Когда ты заходишь... Знаешь, была ситуация, первый тур, 18-й год, мы с пацанами в Тюмени, и там есть обалденное заведение, называется «Грузинка». Мы каждый раз туда приезжаем и обжираемся, как скотины. И вот когда ты в туре, ты, естественно, в вонючей одежде, весь лохматый, вся херня, и вот мы только приехали, заходим туда поесть, и там сидят типы, ну, в костюмах. И они такие, типа, о, фи. И, блядь, ты думаешь, какого хуя? Типа, я имею те же права сюда зайти. Ну, воняю, это же я преувеличиваю. Ну, не в том плане, что я лежал в своей моче там 10 дней, а то, что, в принципе, неопрятно выгляжу. И как бы вот это пренебрежение, оно меня всегда вымораживает. И, наверное, вся музыкальная движуха и своя там медиа-движуха, она для меня является способом показать молодым ребятам, у меня такого героя просто не было, типа показать то, что ты можешь своими методами, не ориентируясь на навязанные атрибуты успеха, пойти в те же двери, которые эти люди. Я хочу... Раньше я думал, типа, ой, блядь, я никогда не приду, если меня позовут на премию Муз-ТВ или GQ. Нет, я приду. И я своим лысым бородатым ебалом буду мозолить глаза этим людям там. Потому что я здесь, рядом, и можешь меня игнорить. Я тут.
И, находясь там, вдохновлять ребят, которые, ну, типа, начинают тогда. И вот это пренебрежение со стороны властей то же самое. Я не хочу отсюда уезжать, потому что я хочу показать этим пидорасам, что я их переживу, а вы меня нет. Хаски тоже ведь чувак, который много думает о визуале. И о И о экосистеме. художественности своих произведений, да. Что думаешь о нем как о художнике? Очень крутой чувак. Мне просто интересно, ну, к чему он дальше придет как музыкант, потому что Хашканок мне не очень сильно понравился. Вот, допустим, песня «На что я дрочу», и там же до смешного это все получилось. Мы написали «Батю нации» на доме. Типа, я думаю, блин, какая прикольный типа образ, то, что, ну, президент насилует страну. И выходит Хашканок. И у Хаски песня «На что я дрочу». Я ему написал смс-ку, то, что, блядь, типа, так, все, фиксирую. Я уже придумал такую песню, я у тебя ничего не пиздил. Но мне кажется, что этот образ крайне пошлый. То, что говорить Путин именно, это пошло, это тупо. Но в том плане, Это то, что сам прямо образ крутой. слишком. Да, это, короче, не художественно. Художник никогда не будет говорить напрямую. Будет говорить напрямую чувак, который в Твиттере психанул. А художник, когда об этом пишет, он должен придумать более там, ну, типа, клевый образ. Но у него образ, типа, знаешь, такого урона, который страна получила, это сперма Путина на наших лицах. Как бы этот образ, да, он прикольно работает. Но то, что это конкретно сперма Путина, все-таки, когда я написал «Батя нация», я подумал о том, что «Батя нация» это может быть и не Путин, это может быть Шойгу или еще какой-то другой преемник, но он будет себя вести абсолютно так же, как этот же человек. И поэтому «Батя нация» более широкий образ, который может так нивелировать эту должность лучше, чем просто нивелировать слово «Путин». Тебе хоть раз было стрёмно за то, что ты писал в Твиттер? Да. Когда? Блядь, всегда, я не помню. Слушай, просто кто-то воспринимает свои блоги как типа, о, это моя деятельность. Твиттер — это... Вот у тебя есть мысли, которые появляются в голове, и которые, ну, ты такой, бля, ну, нахуй мне и говорить. Вот у меня как будто бы часто нету этого шлагбаума, да, я такой, о, клевый твит, и просто иди, давай, от меня подальше. Когда плешивым его называешь. Да. Что думаешь после этого? Зря? Стыдно? Не, на самом деле это хуёво, это типа лукизм. То есть, типа, дрочить человека за то, что... Ну, просто если тебя по имени нельзя называть, чтобы не получить статью, как тебя еще называть? А то, что это, по сути, оскорбление по внешности. Да, это ужасно. То есть это тот случай, когда ты просто не успел шлагбаум здравого смысла перед собой закрыть. Да, видишь, есть типа... Блядь, как это объяснить? Насчет категории того, как ты общаешься. К плохим людям, которых тебе не нравится, тебе не хочется никогда, типа, ну, подбирать выражения или уважать их как людей. А в этом есть большая проблема, на самом деле это хорошее замечание. А кто, если не Путин? Кого бы я хотел видеть, сам я? Слушай, давай помечтаем, окей. Вот я бы хотел видеть Шульмана. Шульман? Многие думают, это, конечно, популистские вся херня, но, блядь, у вас вариантов тоже нет, идите нахуй. Типа, был Грудинин, но ты делал с ним интервью, и чё? Много людей, кстати, его поддерживает, оказывается. Ну, немало, я бы так сказал, но я бы не хотел видеть его президентом. Не знаю, Кадырова, не думаю, что кто-то хочет видеть президентом, правильно? Навальный, мне кажется, я бы очень хотел Алексея Навального видеть на посту антикоррупционном каком-то, ну, там, типа, таком регулирующем, но не президентом. Ввиду того, что очень много россиян настроены против него, и он как бы, ну, не импонирует, и сразу же вызывает, ну, типа, отторжение такое, и очень много споров внутри страны. Как бы, это же должно быть лицо. Лицо, которое хорошо говорит, держит осанку и знает, куда вести страну. Да? Шульман может говорить, держать осанку и может сказать, куда вести страну, и над этим работать. Понимаешь, очень много процессов. Нужно снять полномочия. Я говорю, опять же, Путин — это же не просто личность. Это вот такой перечень, блядь, полномочий, которые он имеет, который остается за президентом. Любой садится, и любой берет вот это кольцо всевластия и с ним угорает. Ну, как не поугарать? Есть те, кто считает, что если Путин уйдет, будет еще хуже. Да. Как считаешь ты? Да, сложно. Вопрос, когда? Есть люди, которые стопудово сделают хуже, чем он даже. Если в данный момент, вот прям вот сегодня, вот Путин уходит, такой, я на Бали заебали, и поехал.
то будет жутковато страшно. Не из-за того, что некому занять пост. Нет, просто займут не те, кого стоило бы. И все. Мы находимся, вот, пиздец, мы просто канатоходцы сейчас, короче. Вот всем российским народом 140 миллионов людей идет, блядь, по канату вот такому, пытается не ёбнуться. И вот идем вслед за не очень хорошим руководителем. Но он пошел первым по канату. Ты не обгонишь того, кто идет впереди каната. Врубаешься. И чтобы перейти вот эту, короче, яму, придется дождаться, пока он, блядь, дойдет туда, куда ему надо. Юрий будет дуть будет Юрий. Я понимаю, что вопрос «поясни за смысл», он довольно стрёмный по отношению к артисту, но кто, как не мы, можем себе это позволить, вот как не самые образованные люди. Объясни, про что трек «Быть дауном». Да, «Быть дауном» — это комплексный трек, ломающий четвертую стену во многом. Короче, он играет со смыслами по законам, наверное, постмодернизма. «Быть дауном» — это ответка. Это вообще не относится нисколько к заболеванию. «Быть дауном» взята фраза у Папича, стримера, товарища очень такого... Легенды. Да, респект. А сам смысл трека был в том, чтобы высмеять подход хип-хоп культуры к тому, чтобы просто слизывать постоянно с Запада песни и выдавать за свое творчество и пытаться, ну, типа, культурный код их здесь реализовать и монетизировать. Мне казалось это несколько глупым, поэтому я решил записать трек, который будет спижен с АЧУ, указать это в треке, показать именно на своем примере, как эти механизмы работают. И, собственно, это такой последний трек в моей карьере, который был прям с чего-то слизан. Как в 2018 году можно назвать трек «Быть дауном»? Ну, потому что не было такой эмпатии, вот и все. Позже эта эмпатия пришла. К тебе? Да. Вот тут же вещь, короче, вот то, что мы... как ты относишься к словам, это же те смыслы, которые ты в слова включаешь. Если это кого-то оскорбляет, естественно, почему бы мне не извиниться, если это кого-то оскорбило? Если это кого-то оскорбило, извините. Но я не вкладывал в слово «даун» никаких оскорблений людей с ДЦП. Поэтому для меня это не является каким-то нарушением совести. Стоп, ты сейчас путаешь. Даун и ДЦП — это разные диагнозы. Я знаю, да. Вот. Но просто ко мне почему-то ребята Ну, точнее, была женщина, которая, по-моему, занимается то ли... Да, в общем, кто-то из реабилитационного центра обратился к ребятам с болезнями записать ко мне обращение. И их заставили сделать пародию на «Быть дауном». Ну, то есть не заставили то, что там идите, давайте, делайте, да, но в том плане то, что их к этому спровоцировали. И когда я смотрел это, когда под этот бит ребята с болезнями пытались зачитывать что-то в мою сторону, это выглядело ужасно. Это выглядело то, что ребята, которые хотели оставить их права, больше как будто бы унизили этих людей. Ты же исполняешь ее на концертах по-прежнему. Да. У тебя нет никаких напрягов из-за этого? Ну смотри, вот ты слушал песню «Быть дауном». Да. Что там сказано о слове «даун», кроме припева? Сам припев. Просто смотри, я сейчас не хочу ни в коем случае там не занудствовать, не пытаться быть там совестью там твоей чьей-то еще, но просто ты в своих твитах и просто в общении очевидно, как тебя парят там те же проблемы, там, что и многих из нас. Там, домашнее насилие и прочие вещи. Да, социальные вещи, которые очень терзают людей с развитой там эмпатией, состраданием и всем остальным. Но мне кажется, что использовать слово «даун» не в значении диагноза, даже в названии песни, пусть и написанной в прошлом, это какой-то такой стыдный архаизм. Ну, сейчас, возможно. Тогда же я не понимал, что это архаизм. Да, я за прошлое, ты все четко про прошлое объяснял. Но сейчас, то есть не испытываешь ли ты напряга, что вот за тобой из прошлого тянется груз одной из самых известных твоих песен, и ты должен ее исполнить на концерте. Смотри, тут тема, короче, в том, что как можно поступить с этой песней. Ее же там нужно играть, люди ее любят, люди ее слушают. Можно поступить крайне лицемерно и заменить слово «дауном» на «бабуном» или какое-то еще слово. Но все прекрасно будут понимать, о чем разговор. И для меня более честно, я также пою эту песню. Сейчас я осознаю то, что это типа стыдное название, и так употреблять не стоило. Можно ее не петь, мне типа несложно. Мы с коллективом вообще не хотим ее играть, потому что, она тупорылая. Пацаны, когда играют на гитарах, это одна открытая шестая струна, типа первая, точнее, на гитаре, и все. Там ничего не нужно в партии придумать. Она скучная, она доебала меня, всех вокруг, но люди на концерте, да, быть дауном, давай, поехали. Вот. Заменить слово было бы тупо. Помнишь? Кекс. Да, секс, любим. кекс, вот это Да. вот, котики, наркотики. Это стыдно. Это глупо, это, фу. Если уж, быть честным до конца, есть такая песня у меня, я ее записал, тогда не понимал, что это архаизм, то, что это обидно, может быть, для кого-то. Но если исполняю сейчас и понимаю то, что это было тогда хреново,
в культурной истории просто в себе. Я перед собой честен, то, что я не высмеиваю кого-либо. И это просто показатель того, то, что я признаю, ну, свои ошибки. И вот эта песня есть. И я знаю, что она так может плохо звучать. В «Мирном» ты рассказывал, что последний раз намеренно подрезал у кого-то песню несколько лет назад. Много лет назад, лет 5, наверное. Что это было? Это был трек Кости. Там он спижен с трека Трэвис Скотт «Турист». Клевая песня, классная, понравился мотив, просто взял его, сделал. Что удивительно, бит, который я там просто взял в лизинг, он тоже назывался «Турист», и я точно знал, что туда. Вот. Нет, пиздешь, еще «Милый прадед». Тимми Тернер, еще это в «Милом прадеде», там припев. И все. Но смотри, на контроле есть озоновый слой, и там есть часть, которая для меня, и не только, как звучит выяснилось, для как меня, Muse Psycho. Psycho. Вот прям вот как это классическая это гитарная случайность, история. поясню почему. Короче, вообще там должно было быть 2 песни, «Озоновый слой» и еще одна песня «Pray for me». Перед этим там случилось так. Я написал классный фанковый бит, и в конце этого бита сделал проигрыш на пианино. Сделал проигрыш на пианино, и он так клево звучал, подумал, надо перейти в следующую песню. Потом приехал Даня, мой гитарист, мы посидели, и он из этого хода на пианино сделал риф. Потом мы записали песню, такие, вау, классная пиздатая песня. Сидим такие, это Psycho. И все, а куда ты это уже денешь? Это уже основу трека, никуда не выбросишь. Но там ноты не те, ход тот же. То, что он тум-тем-па-тем-пам, тем-па-там. Ход, но ноты другие. Что из русского музла вы любите? Много имен, много названий англицизмов. Я услышал. Что классное в русском музле? Ну, и вот из последнего, что вот от чего я отлетел просто, это вот я тоже Роме много рассказывал, это «Шорт Парис». Вот из новых. А именно от знаешь, музла или от акционизма и музла? Я, честно говоря, больше от музла отлетел... Ну вот, от музла я отлетел больше, чем от акционизма даже. Ну, то есть акционизм в нем... Вот, короче, прикол в том, что он пестрит этим. То есть там акционизма больше, казалось бы, чем музыки периодически. Но вот послушав новый альбом, я прям что-то расплылся. То есть мне очень понравилось. Очень круто. То есть, это топ. Прошу. Русская R&B-шечка. Давайте я вам расскажу про классных пацанов. Первый — Настра и Нидоу. Запомните, NXN. У них вышел новый альбом, вот как это разъеб. Вообще, очень круто. Один дядька играет на синтезаторах, а второй дядька очень классно поет. Про любовь. И про нее. Такой сексуальный шоколад. Еще. Долс. Казахский парень. A.K.A. Strong Он был Symphony. битмейкером Скриптонита, Всё а верно, сейчас да. начал сольную карьеру. Да, это тоже очень круто. Я прям рад вообще за то, что у него происходит. Да, он сейчас делает очень классную попсу. Мы были в Москве первый раз, вот когда ты выступал в 16 тонн, по-моему. Какой это был? То есть 17-й? Весна 17 либо осень 17. Мы тогда приезжали к Досу домой, мы уже знакомы были, и он показывал какие-то свои первые демки, где он только-только вообще начинал петь, и как он вырос, очень круто вообще, классно. МД. Он из Казахстана. Да, он из Казахстана. Тоже очень интересный парень. Интересная музыка. Это просто отличается от всего той сцены, которая сейчас есть, от трендов основных. Это просто круто звучит. Более как-то стилевее, короче. И тоже казах. Тоже казах, да. Это не сделано как фаст-музыка. То есть Да. ты Более слышишь, сложно что там есть сочинённая. работа, во-первых. Во-вторых, насколько стильный визуал везде. Ну, блин, я не понимаю, почему так все. Мне кажется, может, в России не любят просто R&B как жанр. Я не понимаю, в чем. Ну, почему так. Очень странно. Когда ты анонсировал тур, ты написал: у меня цель заработать на дом, потому что Маша хочет жить в доме. Потому что я хочу попугая. А Маша разрешает попугая завести только в доме. Это постирония или это правда так? Нет, это же, нормально. Подожди, хочу тур, потому что хочу дом, это странно. Типа, хочу тур, потому что мне нравятся концерты. Заработать денег я хочу, чтобы построить дом. А не обвиняли тебя после этого в циничности, в прямолинейности? Никогда. Это, конечно, нормально. Они знают то, что я эти деньги трачу не на хуйню, короче. Понимаешь, вот, допустим, записывая контроль, я почти под лям я, потратил бабла. А я не сильно богатый артист, врубаешь? Мы поехали на дом, сняли его на месяц за 400 тысяч. Работа звукорежиссера там что-то под 100, я точно не помню. Еще дополнительно ходили, перезаписывали. Вот дом-студия, на котором мы записывались, G-Records, привет, Санек, мы записывались там, целый месяц просыпались с гитарами, засыпались с гитарами, пацаны ебашили биты, мы что-то придумали, какие еще темы, приезжал басист, играли в пинг-понг, чтобы немножко разгрузить голову, и всего раза 2 выпили или 3 за это время. Вот, и это дорого, это много. Сколько ты привозишь из тура?
А последний раз... Макс, а ты можешь вспомнить? Потому что я забыл. Вот свои, после того, как я пацанам уже оплатил. Да. 5, 6? Где-то под 6. 6, короче, где-то 6. Сколько тебе приносит стриминг? Примерно, короче, это по-разному. Во время выхода, естественно, самый пик. Если стандартно мы берем под $4000. В месяц? Да. После выхода может быть 10? Может быть и 10, да. А пацанам сейчас, с которыми работаю, я плачу за репетиции. То есть там за 3 часа репетиции 1,5 куска. Типа плачу пацанам, а мы репетируем постоянно. То есть перед концертом в Питере, который был, мы отрепетировали просто дохуя. Ну, то есть там сколько вот реп было месяц, я в начале месяца, когда мне бабки приходят со стриминга, я им, нате, держите. И поэтому не то, чтобы я до хрена могу себе позволить. Но, ну, типа, у меня в распоряжении, ну, может быть, в хороший сезон 300к, может быть, 200к. Но эти вещи я еще трачу на сопутствующие всякие расходы. В месяц, ты имеешь в виду? Ну да. Но даже вот, допустим, есть рамс-артисты, спасибо Маше за то, что она меня одевает, потому что я люблю в штанах, ну, типа, ходить и ходить. Они грязные, там, ну, типа, старые, они уже всем надоели, я буду в них ходить, мне насрать. Но я знаю, что как артист, допустим, я должен купить какие-то стилевые шмоточки, чтобы у тебя был классный образ, за который зацепится глаз. Потому что, если ты зайдешь в Инстаграм, там, не знаю, Облы, ты увидишь там 800 тысяч подписчиков, по-моему, или еще. Понимаешь, когда в начале разговора там насчет того, что Лакимин популярный артист без хитов, да, ты говорил, вот в чем стрём есть небольшой насчет траты денег и образа. Вот ты заходишь в Инстаграм, обладает, а тебе там 13 лет, ты пацан, да? Ты такой, о, он классный, я хочу быть им. Ты заходишь в мой Инстаграм, кто хочет быть Лакимином? Никто не хочет быть Лакимином. Но, возможно, люди хотят действовать как Лакимин. Это да. То есть внешность и образ важны? Да, но это чисто как превьюшка на Ютубе. Но это же не обязательно приводит к популярности. И странный образ тоже не обязательно не приводит к популярности. Неправда. Простой пример. Тима Белорусских суперзвезда. Но при Он с этом хитами. там нет образа никакого. Он с хитами. У него есть хиты просто, и все. Разве не самый клевый способ это сделать хиты? Проникнуть в мир этих 13-летних. Я сейчас думаю, короче, как это сделать, чтобы при этом сделать это интересно. Вот. Потому что я не слушаю хитовую музыку, мне вообще плевать. Мне скучно это слушать. Но это мое личное мнение, отъебитесь от меня насчет зазнайничества, а то опять сейчас будут писать, Локи, блядь, душнило. Это мой плеер, что хочу, то слушаю. Короче. Альбом «Toxicity» — это сплошь хиты. Да, вот. Но ты же не можешь написать второй «Toxicity». Нужно подходить к этому интересно. Ну, короче, есть у меня мысль сейчас. Я не хочу ее раскрывать, потому что это будет нарушать сюрприз подхода моего к следующему альбому. Но я, по-моему, придумал способ, как в этом деле двигаться. Как минимум, самое простое — не писать 6-минутные, блядь, песни. То есть, короче, скажем так, скомпрессировать свой звук. Скажем так. Тема отсутствия хита, она тебя тяготит? Не. Бывает, что ты, когда садишься писать, ты думаешь, блин, а может быть упростить, чтобы выстрелило? Чтобы большему количеству народа Этому зашло. были бы рады все мои музыканты, которые потом на лайве играют, но нет. Я же, блядь, свои простые песни усложняю, блядь, потом. Ну, типа, для лайва. Понимаешь? Не, у меня наоборот прикол. Типа, это должны быть микроходы, какие-то новые приколы в сведении, какие-то новые синты, смешение типа звуков различное. Приходится ли тебе слышать от кого-то, Ром, это же эзотерика. Это поймут и оценят 30 человек. Да. Что ты отвечаешь на это? Это я. Вот представь, перед тобой сидел бы... Я, конечно, не ставлю себя на один уровень, но сидел бы перед тобой Ларс фон Триер. И ты ему такой, блядь, нахуй ты снимаешь авторское кино? И вот этот трясущийся старик на тебя бы так посмотрел, блядь, вспомнил свои нацистские корни и ответил бы тебе что-нибудь едкое. Мне кажется, знаешь, нужно, короче, найти подход, как вот... Это, наверное, отличие Триера и Тарантино. Тарантино может делать массовые фильмы, при этом очень умные, интересные, с классными отсылками, с крутым темпом. К этому нужно подходить веселей. И вот эту веселость, жизнестойкость и жизнерадостность я сейчас обратно к себе возвращаю и постараюсь с ней работать. Ну, типа, Маша как-то мне говорила насчет того, типа, я с ней спорю, говорю, грустные песни не настолько там стреляют. Она такая, блядь, зайди, посмотри Spotify, количество слушателей у Radiohead. Я захожу и охуеваю, потому что у них там то ли 12 миллионов, то ли что. Люди до сих пор слушают эту музыку тоннами. Даже такую.
Ну, для меня это было удивлением. Я думал, что их достаточно забыли. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты же любишь Ларса фон Триера. Да. За что? Он рассказывал об одном из подходов, что он снимал около документальное кино, типа мокюментари, и чтобы создавался эффект того, что оператор не знает, что дальше произойдет, ну, сцена-то постановочная все равно, он говорил, сейчас актриса выбежит справа, а она убегала слева. И вот этот момент, то, что оператор такой бля-бля-бля, начинает меня приводить, он вот это использует. Он вдыхает жизнь в кино. И вот этот подход, он мне, ну, очень нравится. Как он работает с актерами, выдавливает из них вот эту человечность. Понимаешь, и те вопросы, которые он поднимает. Вот, допустим, типа, ты знаешь, я думаю, ты нагуглил то, что у меня прадед педофил. И знаешь за эту историю. Типа, герой войны, но педофил. Но как ты относишься к педофилам? Ну, типа, нет, я не спрашиваю. Конечно, хуёво, понятно. Но, допустим, есть человек, у него есть такой недуг. Назовем это недугом, потому что это вредоносная хуйня. И вот у него есть это желание. И вот у Ларса фон Триера есть сцена в «Нимфоманке» части 2. Главная героиня ходит с коллекторами, выбивает долги. И вот сидит мужчина привязанный, и она давай ему там типа задавать какие-то вопросы, чтобы его выпытать или еще чего. Говорит, там, может, тебе сочную телочку подогнать или еще что-нибудь. Он вообще никак не реагирует, и она начинает говорить о маленьких мальчиках. И у чувака встает хер. Он начинает рыдать и говорит, что я вам все отдам, я вам все отдам. И главная героиня берет и отсасывает ему. И когда ее спрашивают коллекторы о том, зачем ты это сделал, она говорит, мне стало его жалко, потому что у него есть эти желания, но он их сдерживает и остается благочестивым. Ну, что такая мысль была. Вот как к такой сцене ты относишься? Кто, кроме Ларса фон Триера, может типа поднять такой дискурс? Люди-то есть. И вот когда мы говорим насчет того, что типа вот, ну не знаю, какие-то инвалиды рождающиеся, они не виноваты в том, что они такие. Виноваты ли в действительности, вот, допустим, педофилы в том, что у них есть влечение какое-то? Они могут быть виноваты в акте, в популяризации, в пропаганде этой движухи. Но в своем собственном желании виноваты ли, если откуда-то оно у них взялось? Если эти люди в себе их давят, заслуживают ли они уважения? Как ты узнал, что твой дед был педофилом? От родственниц. Он уже был мертв к тому моменту? Он уже был мертв. Конечно, в детстве зачем мне было об этом рассказывать, конечно. Ты помнишь эмоцию, которую ты испытал? Ну, разрушение института семьи, вопрос доверия и так далее, да, когда ты можешь, типа, ну, ожидать от своих родственников таких дел. Конечно, каждый, мне кажется, хочет представлять свою семью, и я в будущем хочу такое, как династию, да, то есть людей, которые поддерживают друг друга в различных там, областях, с определенной иерархией и так далее. И когда кто-то нарушает эту иерархию, все пиздец. Это родной прадед? Да. Эти преступления он совершал внутри семьи или... Внутри семьи, а за пределами не знаю. Ох. Там нужно понимать то, что изнасилование мы тут кладем то, что приставания какие-то, там, трогать, конкретно именно там факта секса не было ни разу. То есть это нужно понимать. Просто, но все равно это считается изнасилованием, потому что это, ребенок, ну, это насилие психологическое, да? Да. Ну и физическое все-таки. Внутри семьи? Да. Об этом стало известно сразу после этих проявлений? Или... Сначала никто не поверил. Или годами, типа, Сначала люди никто жили? не поверил, а потом он сдох, и все. Ты трек про это делал как психотерапию? Милый, милый, милый прадед, как тебе там в могиле? Роет тоннель или червя? Рад, что ты сдох, захлебнись в этой гниле. Да, я не знаю, у меня, в принципе, все песни такие. Стараюсь запечатать какие-то эмоции, типа этапы жизни и так далее. Там. Вот. Ну, да, и, ну, типа, те песни, опять-таки, которые я пишу те песни, которые в свое время никто не написал для меня. Я знаю то, что есть темы и люди, которые, ну, не супер популярны их там истории. Будь то там, вот у меня в треке «Мазь-2» есть сюжет про то, как отец проигрывает в карты свою дочь. Это абсолютно реальная история, рассказанная моей знакомой. И я подумал, что я обязан, блядь, рассказать эту историю здесь, потому что, ну, для кого-то это может повторяться. Кто-то сидит, и ему же нет песни о том, какие эмоции испытать для этого, какой выход и так далее, какую историю, ну, передать этот опыт, скажем так. И «Милый прадед» тоже это такой опыт. Я думаю, что это... Ну, типа, я написал в 17-м году, выпустил, получается, в 16-м написал. И на тот момент тема феминизма, она только начала раскручиваться, мету еще движение не началось, он там 18-й год, по-моему, началось. То есть как бы об этих историях не говорилось. Мне казалось это, ну, важным в тот момент. Проиграл дочь в карты, сидя на зоне? Нет. Там картежный игрок просто... А расскажи, это Томск?
Нет, это не Томск. Я не хочу выдавать человека, поэтому я дальше не рассказываю об этой истории. Хорошо, но просто как это происходит? То есть человек просто проиграл дочь в карты и Да, у дальше него нет денег, а он проигрывает дочь. Дочь забирают. в рабство? Условно, да. В сексуальное рабство? В женатое рабство. Ну, то есть там не было то, что типа, ну, типа женой там сделать, условно, будешь здесь жить. Но типа она выкарабкалась, все в порядке, не было никакой длинной истории, в итоге ее там забрали родственники, смогли найти пути, как это все решить. Тут травма только от отношения отца. Над ней не было совершено насилия, именно я имею в виду сексуального характера или еще чего-нибудь. Только похитили, получается. Вот такое. Че, отец жив? Да. Они не общаются? Мало. Мало? Ну, То есть она нашла в себе силы... То есть она нашла в себе силы, ну, простить? Нет, не простить. Приходится. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Расскажи о своей сестре. Что? Ей почти исполнилось 14 лет. Это маленькая девочка, у которой развелись родители, с которой мало общался отец из-за того, что переехали. Так случилось. Который испытывал трудности в школе. Прекрасная, красивая, с кучей интересов, то есть старалась там и читать, и учиться рисовать. И, ну, она очень много стеснялась там делать. И постепенно, когда переехали в Москву, она начала заниматься. Она просто там, ей было лет 6, когда родители развелись, мне там 16, получается. И после развода она закрылась. Но она начала больше закрываться, как бы стесняться там и движений, и интересы пропадать. Вот мы в Москву переехали, она начала как-то развиваться больше, опять-таки, рисовать, смотреть блоги, хотела там блогерством заняться, камеру там ей взяли. И когда я уже тоже сюда переехал, я же начал активно музыкой заниматься и все меньше общаться как-то с семьей. Вот. Вы переехали вместе? Да, получилось так. Должен был я переехать типа один. В итоге мама и сестрой решили тоже надо с Томска переехать, как в Москве. Тут хорошо. Типа большие возможности, все дела. Ну и мы приехали, вот мы жили в одной квартире. Но я постоянно старался мотаться, там, на тусовках выступить, где-то подиджеить. Вот. И как-то меньше уделял времени. Не то, что много, я, в принципе, с родственниками мало общаюсь, но в Васюне я хотел какие-то там музыку показать, вдохновить, там еще чем-нибудь. И не то, чтобы было много интереса, а потом что-то, когда я уже съехал на свою хату, точнее, сначала на съемную, потом на свою, и когда прихожу домой, мама разрешила ей, типа, на стене рисовать. И она же, видела, как я расту, она, типа, как артист. И на стене мои строчки, типа, из песен. И за месяц до того, как она погибла, я обещал планшет купить. Говорю, Васёныч, что сейчас? Я сейчас поработаю и куплю. И вот ты спрашиваешь, откуда депрессия, блядь, вот ты. Вот у тебя набита татуировка, да? Ты утром встаешь и такой, все ли у меня хорошо? А я встаю и думаю, что у меня сестра умерла, у меня не все хорошо. И я пытаюсь нащупать эту жизнестойкость. Типа повысить болевой порог. Васюшка была очень умной и близкой мне девочкой. Я бы ей во всем помог. Я бы уделил времени, просто нужно было чуть-чуть.
Ром, если ты думаешь, что я спрашиваю, потому что, как ты выразился, я делаю контент от тебя страдания, то это не так. Ты говорил про сестру во вписке, и я, когда мы начинали готовиться, сначала даже думал не спрашивать про нее. Но у тебя в Твиттере был тред, Да. который, как мне кажется, несет, извини, что я это скажу, он несет очень полезное свойство. И я решил, потому что ты делаешь там выводы, обращенные не в себя, а обращенные во мне. И даже если один человек эти выводы примет на себя, возможно, в этом будет польза. Именно поэтому я об этом говорю. Поэтому, если ты совсем не хочешь это делать, я как бы замолчу прямо сейчас. Но именно в этом трейде я увидел сигнал к тому, что это может быть полезно для людей. Поэтому давай определимся. Я задам еще несколько вопросов. Да, конечно. Это контекст важный. Я начинаю, типа, альбом с этой истории. Это Да. важно. Я не могу это выбросить. Мне было что-то, что-то сломалось в 2019 году, так что я... До сих пор не вышел с похорон. Да. 2 года прошло, я так и не вышел с ее похорон. Я выхожу на сцену и, типа, там пою о чем-то песни, но это не то, о чем я сейчас хочу говорить. Это все еще мои песни, но это не то, о чем. Поэтому я, с «Одинокого каннибала» начинаю альбом. И рано или поздно мне нужно было бы, нормально об этом поговорить, в конце концов. Вот сбоку, типа, есть я, уже там поживший, есть маленькая девочка. Зачем там ее, это первый вопрос, который тебе встает. Но стрём, один из самых главных, которые были в этот день, мне звонила мать, говорила, типа, приедь поговори с сестрой, или позвони. Я говорил, что мне вечером нужно отфотаться в важном фотосети, приуроченной к борьбе за феминизм какой-то. И вот в то время, пока я ездил, возвращался, это все произошло. И я мог съездить, порешать эти вопросы, как-то с ней поговорить, чтобы этого не случилось. Но я не уделил этому внимания и времени. Конечно, там с психологом работала, в итоге это не становится... Это вина, как бы она... ты башкой понимаешь, что нет, но типа сердцем думаешь о том, что что-то я мог сделать. И, естественно, ты говоришь там про трет и мысли, которые из этого все строятся. Любить близких надо и ставить их вперед всего. Поэтому вот давным-давно, кстати, вот перед этим интервью я волновался так же, как перед первым своим интервью Саши Блейсу. Может, ты его знаешь, может, не знаешь. Большой респект Саше, что когда-то его взял у меня. И я у него там на диванах говорил то, что у меня есть там страхи, буквально вот 3 страха. Это потерять мать, Машу и сестру. И вот как в игре, знаешь, сердечки, вот одно лопнуло, осталось 2. И если не будет этих людей, я о них забочусь, это важно, о них заботиться, я ёбнусь. Мама звонила, чтобы ты приехал, поговорил с сестрой, потому что она понимала, что у нее какое-то не то настроение. Нет, там ей кто-то в школе сказал, что она толстая. Или, может, намекнул на это, или еще что-нибудь. И она просила маму купить таблетки для похудания. А я, так как спортом занимался, знаю то, что есть одна формула. Меньше жрешь, больше тратишь, все. И мне нужно было приехать, и поддержать сестру и так далее, поговорить. Но я не думаю, что если я в этот вечер не приеду, то она умрет. А теперь, просто, действительно, близким нужно уделять много времени. Я мало времени уделял родственникам. Ладно я, представь, мама, она живет одна сейчас. Как думаешь, отец тоже там сильно переживает, у него свои истории, но просто смерть не забирает одного, короче. Это потом, это просто то, с чем ты живешь. И у меня нет права там на суицид, я не могу повторить эту историю. Нельзя выйти от этого, и поэтому нужно какую-то жизнестойкость в этом иметь. Почему я о радикализме говорю? Близкие важнее, они вот тут рядом с тобой. И там подвергать их опасности ради чего? Зачем? Игнорировать ради того, чтобы там принести бабок или еще чего. Это все глупость. Сходи и погуляй, блядь. С сестрой своей или с братом, с мамой. Ты конкретно себя винишь, что не приехал? Да. Я смотрю на близких, будто те уже в могиле. Я уже готов винить себя за их погибель. И на мне коростной копится вина даже за то, чего тут не было. Готовлюсь на ура. Не готовы умирать и не готовы отпустить. Смотри, как жрет вина. Вина, вина, вина. Конечно, это произошло не из-за меня, но я мог это исправить.
Как ты выходил из этого состояния? Я собрался, поехал в тур. Не, ну типа, тут же не сразу же начался. 3 марта вот она погибла утром. Я просто выл. Нет такого, что ты хочешь там это обсудить или еще что-то. Хочешь — воешь. Ну, воешь. А потом жить же надо. Ну, то есть ты думаешь о том, что ты должен сопротивляться смерти, не позволять ей забирать еще. И, начинаешь бороться. Я думал, что работа от этого спасет. Я поехал в тур, меня там ебашило совершенно жестко. Пил сильно. Во время тура бухой выступал. Летом пил, осенью пил. Возвращаюсь, Маша говорит, иди к психиатру, к психологу. Пошел к психологу, начал работать вот уже в начале 2020 года. Выработал всю эту историю от того, чтобы хотя бы вину от себя отвести, как-то пережить горе, но мне до сих пор психолог говорит, что я не выгорел еще это. Отвлекаться, я не знаю, нет инструкций, понимаешь? Я не могу дать в этом плане совет. Я могу дать совет в том плане, как там, будь с близкими сейчас, ставь их в приоритет. Друзей, еще чего. Но, как горе пережить, тогда бы на похоронах вам бы давали методички, да? Просто вот инструкция, вот так ты переживаешь. Нету такого. Одному оставаться точно не стоит. Съест. Горе съест, убьешь себя просто к чертовой матери, и все. Нужны близкие, нужна поддержка, нужен психолог 100%, потому что, психика работает так, что она, все блочит, становишься безэмоциональным или еще чего-нибудь. Диссоциируешься. Нужно жить. А главное, нужно жить. Нельзя позволять смерти, которая так забрала у тебя человека, забирать еще жизни. И твою, и близких. Вот. Тебе есть что сказать родителям или родственникам подростков после того, что произошло? Подростки — это люди, дети — это люди. Это в любом случае маленькие люди, заслуживающие своих границ, заслуживающие уважения. Они имеют эмоции, их нужно слушать, понимать. Не в любом случае вас любят или имеют какую-то привязанность, разговаривайте с ними. Говорите просто, интересуйтесь, будьте рядом. Вот. Не пренебрегайте детьми, не пренебрегайте временем. Классика северной архитектуры — это вот эти куреножки. Куреножки, а.к.а. сваи. Смотри, во-первых, я увидел впервые, что здесь калиточка есть даже, да? Что можно проникнуть. Вы же гоняли в детстве здесь, да? Малые бегали. Вообще вот это все здание было недостроено. Сколько я здесь жил, 5 лет, оно было просто пустое. Мы тут гонялись, а из того дома стрелял дед из воздушки по пацанам, которые ему не нравились. Сваи нужны, чтобы дом не осел. И просто судя по тому, как старые здания до сих пор стоят нормально, они, скорее всего, действительно не оседают, и это работает нормально. Потому что если бы их не было, дом просто постоянно подтаивала почва, его все время давило, скашивало и так далее. Поэтому сваи в данном случае спасает. Малые, да, бегали, никаких ограждений не было тогда. Просто это прикольное укромное местечко, что там что-то погонять, порассказывать страшные истории, а так нормальному человеку там находиться просто незачем, разве что на теплотрассе погреться. Но бездомных здесь нет. Да, а тут сложно быть бездомным, мне кажется, в минус 50 бездомным не побудешь. Это в Лос-Анджелесе можно на улице пожить с тележкой, а здесь нет. Какой у тебя рекорд здесь температуры? Здесь в школу мы не ходили при минус 51, когда был. А самый большой рекорд был минус 60 в 2002 году должен был быть, это 100 пудов. Вот когда мы только переехали с семьей, вот тогда был минус 60. И мама меня очень порадовала, потому что она взяла мыльные пузыри, мы вышли на улицу, и они застывали в воздухе в стеклянные шарики. А у тебя был такое, что ты просыпаешься и думаешь, сколько там? Есть 51, и там смотришь 49,9. И хуяришь школу. Ты предъявляешь Фейсу. Несогласных вы накола, кому GQ выдавала награду. Не тому ли, кто митинги вел, но дождю говорил, мол, не надо. Нет, поправка, GQ. И, в принципе, ситуация. Трек «Лопасти», ты хочешь об этом поговорить? Трек «Лопасти», он, в принципе, о разрозненности и людей, и российской оппозиции, и
как лицемерие, короче. И когда музыканты года дают, ну, типа, по политическим соображениям все-таки, ну, GQ, типа... Ты считаешь, что в 2019 году GQ дал музыканта года Фейсу просто потому, что он сделал Да. смелое политическое заявление? Да. Не очень ценное музыкально, но как высказывание. Да. И тебе это не понравилось? Я думаю, сам Фейс даже не супер гордится этой наградой, понимаешь? У меня нет предъяв Ване, я знаю просто о том, что в свое время Ваня отказался от госконтракта. Его менеджеру предлагали, Ваня отказался. Я его за это очень сильно уважаю. Поэтому, вопрос немножко, ну, типа, другой. GQ, типа, по политическим соображениям дает награду. Ну, музыканта года. Это не очень клево, потому что я все-таки как музыкант ценю музыку. Я понимаю, что он может быть там, ну, типа, своевременный, как и Оскара дают своевременно на злободневные темы. Но музыкальные произведения же были и покруче. Группа Скриптонит, Солитюд, Епишка. Отличнейшая. Пси-рок сейчас, психоделик-рок, ну, типа, как на Востоке, это очень круто, это супер похвально. Так а в чем лицемерие? Лицемерие в том, что музыканта года даете за высказывание года. Ну, условно. Это не то же самое. Сделайте премию, ну, типа, голос народа года, голос молодежи года, еще что-нибудь. Ну, как-то премию это можно оформить. Чтобы она была, ну, чуточку честнее, короче. Вот и все. Ты бы хотел получить музыканта года от Мне GQ? никогда не дадут музыканта года. И получить я бы тоже навряд ли смог. Почему? Давай по порядку. Мне никто не может ответить на этот вопрос. Вот видишь, ты вначале зачитывал коммент о том, что типа вот Лакимин просто там мешанина, популярный исполнитель без хитов. Я всегда останусь тем самым, ну типа, паразитом для этих людей, сибиряком, непригодным, неуютным. Хотя, ну, хуй знает, Скрип уже давали награду. При этом Скрип не ходит на там, мероприятия и не очень приветлив. Почему ты останешься чужаком? Я не понимаю связи между комментариями, между там, невозможностью получить премию. Одна песня, которая взрывает все, и все. Нужно это подать широко. Ну, то есть широко и по форме, и по содержанию. То есть я должен найти какой-то такой нерв, чтобы он подходил большому количеству людей. Я должен найти такую форму музыки, которая в данный момент будет и свежа, и будет хорошо подходить в этот момент. А это значит нерв, попадающий в танцевальный бит, условно, качающий. Сложно сделать, ну, типа, попасть в форму, если оно не движниковое, не танцевальное. Это всегда должен быть какой-то грув. Гитары не очень любят сейчас люди. Они их вот так вот сушат, давят под голос. Ну, ты видел поп-рок, который сейчас делают. Ну. Сколько танцевальных хитов на альбоме «Горгород»? А девочка пиздец. Ровно один. Угу. Достаточно. Но «Горгород» любит не за девочку пиздец. А кто за девочку пиздец? Я понимаю. Я обожаю эту песню, но его любят точно не за девочку пиздец. Есть у меня такое, есть, короче. Я вот сейчас это подсобираю. Просто у меня и мысль о том, чтобы своим подходом, своими способами, не трендовыми, мне сложно это объяснить человеку, который не пишет музыку, ввиду того, что... Ну, ты же слышишь очень много однотипной музла. Как бы так ты можешь это увидеть. Оно по своим причинам однотипно. По форме того, что трек должен быть коротким, по сэмпл-пакам, которые собираются, по трендовым битам, которые сейчас используются. Я хочу своим путем дойти до этого. Поэтому я не хочу себя обнадеживать, что когда-нибудь получу такую премию. Или когда-нибудь получу, типа, признание. Но я буду в тех же местах, в тех же топах, где эти люди. Я буду топ iTunes, топ Spotify, топ-1 2 недели подряд. Я буду стоять там же, где эти люди. Я буду находиться там и мозолить им глаза. А почему мозолить глаза? Ты уверен, что ты мозолишь глаза? Есть Может такое. быть, эмоция у других людей, ну, другая, у других музыкантов. Просто они, ну вот, время... необычный, сложный парень, прикольно. И какого-то жжения и мозолей нет. Я тебе так скажу, человек, который недавно открыл издание, засунул меня в стоп-лист своего издания. Хуй пойми, по каким причинам. Речь про Скриптонит. Есть один человек, чем больше мы говорим, тем четче линии вокруг этого человека. Если мы говорим там о музыкантах, в свое время, в 2018 году мистер Лизер в своем прямом эфире говорил, что отрежет Лакимину яйца. Почему? Хуй пойми, почему. Но в свое время там, ну, типа, он... Я не могу сказать, как рассказывался, он понял, что сказал хуйню, короче, поэтому у меня к нему сейчас претензий нету. Вот почему эти люди так говорят? Что я такого говорю, что мне нужно яйца отрезать? Но что-то никто так мне не подошел и не сломал ебало. Но желание у людей такое есть, поэтому я тебе так говорю. Ну, ты два примера привел. Лизеру в 2018 году, там, 20 лет, наверное, еще не было. Или только-только исполнилось. Он по молодости сказал какую-то хуйню. Но почему?
Причина такая. Ну, по молодости. Два примера, я заебусь сейчас вспоминать просто. Я не хочу это держать. Не кажется ли, что слишком оборонительная Да, стойка? это привычка с Сибири, с детства просто. Ты всегда ожидаешь, что тебя цепанут гопники, тебе нужно быть готовым к драке. Всегда. И поэтому, когда приезжаешь в Москву, где люди чуть более культурные, чуть более, все равно как будто остаешься в этой стойке, думаешь, что сейчас тебя попытаются задеть, сейчас атаковать, здесь подставить, и живешь с этим ощущением. Это тоже работа над собой, быть более доверительным миру. Ну, типа, нужно же делать шаги, ну, друг другу, как в отношениях с миром. Ты должен позволить себе быть уязвимым. Это вот... Ну, вот смотри, в отношениях, вот, типа, гармоничные отношения, это где вы там со своим партнером можете позволить друг быть уязвимыми. И вот с миром та же тема. Если всегда быть вот таким, а это моя большая проблема, не получается идти на контакт. Я хочу вот снизить вот этот напор стойки. Честно, очень хочу. О чем ты мечтаешь? О попугае и доме. И детях. Вот этом всем. Я хочу жить в прикол, короче. Мне очень нужен попугай для прикола. Вот прям супер. Мне очень нужны дети, потому что с ними ты снова учишься получать кайф от жизни. Дом для того, чтобы было для этого место. Это для себя мечты, да? Вот для себя конкретно. Мечты общественные, там другие, оставим для этого. Побудем немножко эгоистами в данный момент. Я хочу, чтобы у всех моих близких всегда была работа и движуха. А еще я хочу такую семью построить, чтобы любой человек из нее, в том числе и друзья, если проебались настолько, что упали на дно, у них всегда было место, где они придут и восстановятся. Это моя самая большая мечта. Юрий будет дуть будет Юрий. Блиц. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Сергей Гуриев или Екатерина Шульман? Я уже говорил, Шульман. Тупак или МФ Дум? МФ Дум. Томск или Москва? Томск. Антон Долин или Бэдкомедиан? Блять, Долин, на самом деле Долин. Камон, ты сравниваешь чувака, который критикует российские фильмы, которые, блядь, несложно критиковать, и Долина, искусствоведа. Дота или Counter-Strike? Дота, определенно. А почему? Нужно быть умнее. В Counter-Strike ты должен быть просто машиной, которая реагирует на пиксели. В Доте ты должен думать, еще сложнее, чем в шахматах. Сколько тебе было в 1999-м? 6, да. Сколько тебе будет в 2036-м? Подожди, сейчас мне 27, 36, ебать, это не скоро. Да не, короче, дохуя лет. И финальное. В чем сила? В чем сила? Да пускай будет банально, любви сила. Реально, ни с чем не перепутаешь. Любовь, когда испытываешь, к чему-либо, к делу, к своему партнеру, к друзьям, к близким, оно и ведет и вперед, и там ты в комфорте. Остальное все это хуйня собачья. Сила не сила, правда не сила, истина не сила, любовь сила. Юрий будет дуть будет Юрий. Конкурс. Что ты принес? Контроль, альбом про фокусировку такую, взятие себя в такие прям ежовые рукавицы, чтобы собой управлять своими эмоциями и так далее. Но что-то нужно в своей жизни отпускать, и я был очень ревнив к этому лицу, но вот эта маска из клипа «Куалко», в которой я горел, и бежал там, я хочу ее подарить сегодня. Вместе с мерчом, конечно же. Это очень круто. Ты на заказ делал или Да, на заказ. под твое лицо? Под мою голову, да, там замерили, на ней даже осталась эта противопожарная жидкость. Ты как относишься к гострайтингу? Кстати, не то чтобы плохо, если это в коллективе работает. Вот. Смотри, мы с тобой говорили несколько раз про наличие отсутствия хита. Как ты смотришь на то, чтобы люди в комментариях предложили начало или какую-то частичку будущего хита Локи Мина? Либо это будет панч, либо это будет четверостишье, либо это будет идея песни, которая понравится тебе, и вы вместе, как команда, как группа, ее сконструируете. Окей, это классный конкурс. В закрепленном комментарии что-то для будущего хита
Локимина. Еще раз, это может быть строчка, панч, тема, сюжет, все что угодно. Рома, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий.